10. Всем привет! Вы на канале Польза.нет стримы. Меня зовут Саня, и здесь только подробный обзор с целью сэкономить вам средства. Я заставлю вас думать. Для чего? Для того, чтобы вы эти средства могли сэкономить. Что значит могли сэкономить? Сейчас на пальцах. Если вы ничего не купили, значит вам ничего не надо. Но если вы здесь, значит вас интересуют железки. И я вас обрадую. Основная масса людей, которые интересуются железками, приходит сюда и общается друг с другом. Почему? Потому что больше никто не делает подобные стримы, так как ни один рекламный контракт, ни один бренд не поддержит, чтобы у него была прожарка какого-либо смартфона. Как вы понимаете, для них это равносильно суициду. Осуждаю, кстати. Напоминаю, что меня зовут Саня, канал Польза.нет основной. Там, разумеется, будет полноценный обзор на Honor 200 и на 200 Pro. Перед тем, как заранее все Huawei и Honor фанаты нападут на меня и скажут, что, чувак, тебе просто не послали, мне предлагали и 200, и 200 Pro. Меня не устроили условия. И поэтому я их купил. Это китайская версия, глобалка будет чуть позже. Те, кто собирается брать глобалку, пусть заранее успокаивает себя, что глобалка будет лучше. Вот. А Honor в моем 40-летнем сознании все равно остался чем-то, что пытается скопировать Huawei, притом преступно плохо. Если брать материалы, ощущения и все остальное, мы вспоминаем Honor Magic 6 Pro и вспоминаем тот же Huawei Puro 70 Ultra, который я очень сильно ругал в обзорах и прожарках. И всем показалось, что данный смартфон я обозревал больше, чем все остальные смартфоны, но это не так. Почему? Потому что у меня стандартно на смарт, на любую железяку, 3 обзора. Обзор номер 99%. Вот пока мы будем его в Antutu гонять, видите, на подставочке, кстати, температура не пришел мне еще термометр, чтобы я вам показывал. Ну, в общем, здесь холодно. И пока 3 раза Antutu будет проходить, я вам расскажу еще раз структуру, кто не в курсе. Меня зовут Саня, делаю 3 обзора на каждый смарт. На этом канале один обзор, ну, можно сказать, что это не обзор, это прожарка. Здесь я не делаю никаких заявлений минимальных, то есть если только это не какие-нибудь там Huawei P70 Ultra, которым я не могу 1,5 часа установить программу. Вот. И то там не так радикально. И есть обзор основной на основном канале. Для примера, завтра, не сегодня, сегодня было не солнечно. Вот это Realme GT 6T. Не путайте с Realme GT 6, которые всем послали. Мне тоже ничего не посылали. Я купил GT 6T и рассказал о нем. GT 6 я тоже купил. Ни в коем случае его не покупайте, это бред за такие деньги покупать такой смартфон, но мы не о Realme сейчас, мы о том, что сэкономить средства и начать думать. Так о чем стоит начать думать? О том, что 3 обзора. Первый здесь прожарка, второй на основном канале суммарный обзор, обязательно с чем-нибудь сравниваю. Для примера я буду сравнивать Honor 200, который стоит в 2 раза дороже, чем Poco X6 Pro по камере. И разумеется, Honor 200 его ушатывает. Но в одну ли калитку это вопрос? И в 2 ли раза это вопрос, потому что во всем остальном, ну, как бы, вы поняли. Решать будет вам только. Но исходники, опять же, видео сравнения, все сделаю, вы уже посмотрите. Так вот, по поводу Honor водов. Honor делает странное устройство, такое ощущение специально, чуть-чуть хуже физически и внешне. И, ну, может быть, кому-то больше Magic 5 Pro нравится, чем Huawei Puro 70 Ultra, но я таких не встречал. Может, вы напишите. И третий обзор одним кадром. Про него я хочу сказать, что мне один из подписчиков, разумеется, я читаю комментарии, не все лайкаю, но основную массу. Даже если негативный какой-то коммент или лайк, хейтеры, еще кто-то, кто считает, что мне не место на YouTube, и нормальные блогеры должны получать только от магазинов, либо от производителей все. Даже вы можете из этого получить какую-то выгоду. То есть вы собираетесь купить одну железку, любую, и думаете о камере, вдруг, как бы, настоящие мужчины не играют, настоящие мужчины камерой не пользуются, и интернетом тоже, и непонятно, что вы делаете на стриме, но вдруг так сложилось, что вы все-таки здесь. Так вот, это, если что, я пытался шутить с сарказмом. Если что, третий обзор, обычный обзор одним кадром. И я снимаю всегда в одном лифте, на одном пляже с одним лицом. Рубашки только меняются. И как вот это дело работает
с размытием заднего фона, вылетает или нет, как все Huawei, просто вылетают, потом понижают FPS, и все остальное вы можете увидеть как раз в этом ролике. Но плюс, как мне подсоветовал подписчик, у тебя есть выбор, допустим, Pixel купить, или Samsung, или Xiaomi, или еще что-то, и ты включаешь эти два обзора одновременно на одном экране, на том, на котором будешь потреблять контент, и получаешь реальную картину, что есть лучше. То есть вам даже думать, ну, думать надо. Для этого, конечно, надо думать, потому что надо открыть эти два смартфона в двух окнах и посмотреть на своем откалиброванном или не откалиброванном мониторе, на котором вы планируете либо делать контент, либо его потреблять. Мне очень холодно, я прошу прощения, у меня 17 градусов, если что было на кондишене. Супер шоу Вадим, Влад, Дукат, Universal. Всем огромное спасибо, что пришли. Всем привет. Не забываем подписываться на канал с колоколом. К слову, наша, я надеюсь, сегодня будет 7000 подписчиков, сейчас 6970. Уже коллективным разумом дают 100 тысяч просмотров у канала, и это круто. То есть в тех на 100 тысяч просмотрах на стримах, поверьте мне, это немало. Нас немало. Каждый раз я ною, логично, для того, чтобы как-то разогнать и больше людей подписывалось, но нас немало, и мы не в тельняшках уже. И для примера, чтобы вы понимали, 95 800 просмотров у нас за месяц подобного контента, при том, что часы просмотра, чтобы примерно вы представляли, 12 400 часов. Это, поверьте мне, очень много для, опять же, подобного канала и подобного контента. Так что, если вы интересуетесь железками, знайте, вы не одни ими интересуетесь. Кто-то из перекупов, как мне говорят, знаешь ли ты, что могут смотреть твои стримы производители? Конечно, знаю. Еще раз, все путают, вот думают, я там не улетаю ни в Китай, ни в Европу, и я не рукопожатный. Нет, это все не рукопожатные. Ну, понятно, что это как в анекдоте. Рыцарь весь в белом бежит вокруг одного Г, а потом прибегает. Ну, в общем, смысл в том, что у нас как-то контент работает, как-то комьюнити есть какое-то. В комьюнити, кстати, 18 тысяч человек уже в телеграм-канале взаимопомощи. Там очень много противных правил, но они освобождают от негатива, я считаю. Никакой политики, никакого хамства, никакой рекламы, и кроме как от меня. И, разумеется, там не беспокойтесь, банков, инвестиций и остального скама нету. Опять же, с банками тоже, тысячный раз повторяюсь, просто нет достойной цены и все. А вот скам, разумеется, никакие там инвестиции, а все равно постить. Я не знаю, какая цена должна быть, чтобы даже в канале в 500 человек я это дело постил. Вот. Может, что-то когда-то поменяется, тогда и аудитория поменяется. Точнее, правильнее сказать, наверное, все-таки исчезнет. Хотя у других не исчезает, но это уже их история. Я безумно благодарен всем, что вы пришли в этот воскресенский вечер летом. Я надеюсь, что у всех тепло и кайфово. Кто-то, может быть, на работе это смотрит. И оноры оставляют, вот я уже там, не знаю, фотографии немерено на них сделал, возил везде. Впечатление обезличенного. То есть я не скажу, что они плохие, но и не могу сказать, что они хорошие. То есть где-то там камера долго работает, вот реально долго. Где-то у них какие-то моменты с глюков, перегревов не встречал. То есть это не как Huawei. Вот, Honor 100, да, недавно был, я его обозревал, Honor 100 Pro, их никто не обозревал, потому что на них не было рекламной кампании, но 200 и 200 Pro обозревать будут, потому что рекламная кампания, подтверждаю, была, точнее есть, предложения ко мне приходили с ней, они не, как это называется, их невозможно на моем канале реализовать, и все. Учитесь у Tecno, друзья, и у Infinix, и у Intel, посмотрите, как ролики хорошо набирают по просмотрам, подпискам и комментам. Александр, камеры в аппаратах снимают в HDR или SDR? Я вам все покажу. Я вам все покажу сегодня. То есть те, кто дождутся и зададут свои вопросы, какие-то моменты из разряда показать камеры, показать еще что-то, я сделаю. Разумеется, я не буду из-за этого тест сейчас сбивать для того, чтобы вам это показать. Почему я делаю стрим? Для того, чтобы не рассказывать, как раз, не надо мне верить на слово, а показывать.
Так же, как никому не верьте с этими фотографиями или видео. Я говорю, я вот Huawei когда прогнал, я не знаю, как можно было не заметить такое днище во всем. Но понятно, что это как с DxO Mark. Много-много денег привезли и все. Вот. С Honor, повторяюсь, таких проблем не было. Я гонял его, получается, суммарно почти 5 часов, 2 отрезка. 3.30 я в ролике покажу, точнее 1,5 часа. Я такой, там 4К 30 FPS, что-то все хорошо. Вырубил, проверил, да, все правильно. Максимальное разрешение для съемки 4К 30 FPS. И еще раз включил. В общем, суммарно он прожил 5 часов 10 минут. В режиме съемки, чтобы вы понимали уровень, Puro Ultra прожила в режиме съемки, правда, 4К 60 FPS, и, разумеется, это быстрее высаживает батарею, 3 часа 40 с лишним минут. Но 5-10 это прям сильно. Так что я подозреваю, что у этой железочки будет очень-очень-очень-очень хорошая автономность. Вот. Но это не факт. И мы это увидим обязательно. Саня, привет. Стоит выбор между S24 и S24+. Понимаю, что для игр лучше S23. S23+, S24+. Но там шим. В S24 шим меньше на Exynos. Red Devil. Ну, вот самый приятный вопрос, который задает человек, и самый странный по поводу, а что мне выбрать вот из этих двух. Ни тот, ни другой я не советовал, хочу отметить. Их даже в топах нет. Но соберитесь с мыслями и решите, что для вас важнее и что для вас лучше. Тем более, когда бренд одинаковый. А так, мои топы на канале. Ну, я не буду... Принимайте решения. Все минусы, плюсы я озвучил. Сравнивать шило на мыло, то есть один бренд с тем же самым брендом, пока покупать заведомо на год старше модель для чего? Вот мне даже сама логика, если бы я даже вникал и хотел вам помочь, а я вникаю, хочу помочь, ладно. В чем плюс покупать на год старше? Супершоу по поводу OnePlus'ов. Если вам продавец пишет, что они разблочены, значит они разблочены. Если вам прилетит блок, он вам заплатит столько, что вам хватит 3 индусам заплатить, чтобы его разблокировать, а не одному. Я все время накидываю вот это вот, заблокируют еще что-то, как раз с той точки зрения, чтобы люди не сталкивались с подобным. Но если вы готовы рисковать, заморачиваться, и для вас это не первый раз, Samsung лучше. Всем привет. Вот, Валентин до нас дошел. Мой главный хейтер – администратор, кстати. В хорошем смысле. Администратор в хорошем смысле хейтер. iPhone бери. Да. Череповец Александр, спасибо. Я чего-то сегодня, кстати, осознал, что я контент-мейкер, когда я увидел реально цифры на стримах. Потому что, знаете как, окей, там все воюют, кто лучше сделает и больше шортсов для того, чтобы залететь и народ. А кто сидит на стримах? Именно на тех на стримах. А знаете, почему не сидят? Потому что нужно на неудобные вопросы отвечать. И плюс тратить время. И, разумеется, за это никакие там донаты не получаешь. Ну, утрированно. Час моего рабочего времени, поверьте мне, стоит больше, чем даже гипотетически, если бы я был скоморохом профессиональным, напросил в донатах за час. Вот. А к чему это все? К тому, что подпишитесь на телеграм-канал скидок. Хотя сейчас все очень глухо с Алиэкспрессом. Почему? Потому что мы не знаем, за какую цену и сколько валюта закупил Али, и вот эти все проседания насчет рубля, когда мы будем ругать, кстати, Алиэкспресс, у нас же недавно было, что они недолго держали хороший курс. Но те, кто столкнулись с тем, что они переводили деньги за границу, есть такое, либо короной, либо контактом. Во всяком случае, я не рекламирую эти два способа. Есть P2P, есть Swift-переводы, есть еще много всего, чем люди пользуются, ничего не отменилось, просто стало чуть проблематичней. P2P не стал проблематичным, он не запрещен, надеюсь. В общем, смысл в том, что вот по этому супервыгодному курсу можно было 2 конторами перевести. Забываем, что я сказал. Это не банки же. Ну, без разницы, в общем. Кто переводит, тот знает. В общем, все, кто переводили, для того, чтобы перевести... Есть еще один банк, да, еще одной штукой можно было перевести. Его я называть не буду. Нужно было перевести на этот банк и потом перевести за границу. Без разницы куда там. Оплачивать товары или себе, или друзьям, или еще чего-то.
И смысл в том, что эти деньги, которые народ переводил по низкому курсу, они переводились в этот банк с комиссией 1%. Где-то 1,5, где-то даже вплоть до 5. И потом народ выводил уже за границу. Ну, или на зарубежные счета или карты. В общем, у всех это дело заблокировали. И по факту просто-напросто народ попал на одну сторону комиссии и обратную, потому что по этому суперкурсу даже не выводили банки, не переводили никому ничего. И претензии предъявлять... Я ни в коем случае не выгораживаю Алиэкспресс. Просто в этом моменте времени, когда вы говорите, о, можно многое, я не буду говорить, какой обменник. Я с пены у рта доказывал, что можно миллионы. Я знаю, где поменять долларов. У меня человек менял вот как раз в этот период на 1,2 мульта, ему их не наскребли. Почти миллион наскребли в Питере. И не все так просто было с валютой. И с наличной тоже. То есть вот этот весь курс, который мы видели, такие, вау, Алиэкспресс оборзела. Нет. Это другая история. Опять же, если ты в этом варишься, вот я варюсь на 1,000,000% по поводу движения средств, начиная с черт знает какого года, когда еще покупал на eBay. И вот. У автора. Меня бородатый, если что, Саня зовут. У Сани настроение не боевое, Саня просто поел после бега впервые. У меня типа голодовки, у меня сын уже 3 недели, прикиньте, мы 3 недели бегаем по часу каждый день, он еще и час плавает с утра. Вот, 11-летний. У него, как бывшая супруга говорит, спортлагерь. Но он адский у него, этот спортлагерь, я вам гарантирую. Ну, просто я-то с ним делаю, мне плохо. Мне плохо, мужики, кому за 40 или кто 40, кто не очень любит спорт или свое отлюбил, вот я считаю, что я со спортом дружил достаточно для того, чтобы отдохнуть. Вот мне, человеку, который ложится в 6 утра и встает в 11, как-то плоховато уже. И сейчас я опоздал бородатый как раз потому, что мой голод взял вверх, а ввиду того, что у меня одна груша дома осталась, я убежал в магазин и поел. И сейчас очень счастливый. Вот такие вот абсолютно не учащие ничему истории. Но чуть-чуть учащие истории в плане, во всяком случае, однозначно переводов. Когда мы будем ругать в следующий раз Алишку, мы стараемся помнить о том, что неизвестно, по какому курсу они закупали валюту, неизвестно, какая комса им нужна, потому что РУ Алиэкспресс – это РУ Алиэкспресс. Они переводят, я так понимаю, Алиэкспресс Глобал деньги, если вообще Алиэкспресс Глобал может их принимать у них. И дальше схема идет еще веселее, потому что их надо разместить в банках в Китае и поменять. А это как бы тоже та еще морока. Так, в целом 730 люксов, пока все в порядке, 733 тысячи, 11 градусов разогрев на секундочку. Притом корпус не горячий, это очень плохо. Знаете, что это значит? Это значит, что ему может сейчас очень сильно поплохеть. Вот, извините, опоздал. Игорь, вы не можете опоздать, потому что мы вас всегда ждем. Вы можете прийти даже на минуту, сказать привет, и мы будем вам безумно рады. И мы это не я, а я и комьюнити, чтобы вы понимали. Всем, кто предполагает, что, кстати, для того, чтобы Honor, точнее, что народ привлек Honor, вы ошибаетесь. Посмотрите, сколько набирают другие стримы. Это примерно вот такая популярность у Honor. Она ниже, чем у Huawei. Я говорю, накидывание вот этой фольги, вот они лучше пиарили так Honor, как пиарят Huawei с этими плакатами и всем остальным. Почему? Потому что Huawei на ближайшие, не знаю, сколько лет мертвая контора с точки зрения технологий, их можно будет очень легко ушатывать. А Honor хотя бы что-то могут предложить. Александр Орлов, втянешься. Не-не-не, Александр. Саша, я свои 26 лет отбегал. Окей? Вот поверь мне, те люди, которые со мной работали, которые видели, что я утром бегу час, в обед 1,5 и вечером час, каждый день, они как бы вам подтвердят, что нужно иногда ставить паузу, потому что тело, оно тоже не рассчитано, оно рассчитано на определенные нагрузки. Почему даже спортсмены, период сужения, правильно? Больше всего энергии что тратит? Мозг. Я-то и не толстею. То есть, если ты думаешь постоянно.
Но если боитесь, чтобы у вас глаза не вытекли, здоровье прежде всего. Вот купите вы 24-й. Тебе и хочется, и колется просто. Так не работает все. Ну, поговорки же наши древние. Любишь медок, люби холодок. И это как раз про это. И про... За все нужно платить. То есть, хочешь безопасность? Для глаз плати. Все покажу, матик. Почему здесь нет спонсорки? Я не подключил Red Naomi. У меня на основном канале 3 спонсора. По-моему, это ты мой спонсор, да? У меня там человек, по-моему, 8 месяцев один, а второй несколько лет даже. Их всего 3. Наверное, у меня даже нет времени это разгонять. Знаете, как переключаться из разряда... Ну, вот, прямым текстом. Донат висит, потому что донат... Я не хочу отвечать на вопросы, где донат. Вот. Реально меня интересует канал со скидками качать. То есть у меня там, по-моему, предел 200 тысяч человек. Ну, за лет 10 станет 200. Но на данный момент там 108 тысяч, и меня это прям триггерит конкретно. Так же, как если вы подпишетесь на этот канал с колоколом, я вам буду безумно благодарен. И здесь дело целесообразности. Вот, допустим, меня онлайн, 100 человек в онлайне бесконечно устраивает. Я могу отвечать на ваши вопросы, могу подумать над чем-то, и все. 1500 онлайн человек, вот как на основном канале периодически у нас бывает. Это тяжело. Потому что хочется ответить всем. Так к чему это все? К тому, что есть основные перспективные направления по моему а-ля творчеству. И хочется единственное объять все. И у меня, знаете, как говорят, не получается объять необъятное. У меня получается объять необъятное. Вот то, что я хочу объять, у меня получается. У меня не получаются все форматы. У меня нет сил на реализацию новых идей. Но, значит, они не важны. То есть, как бы лишнее оно отваливается, и все. У S24 видел LTPO только на 24 Гц, а у iPhone вроде должен быть 1 Гц. Однако у iPhone аккумулятор меньше, отчасти он считается компактным. iPhone 15 Pro довольно компактный смартфон и очень классный. Вот очень. Поверьте мне. Oppo X7 и X7 Ultra. Хочу взять обычный. Сильно он плох процем. Или если не играешь, подойдет для задачи основные. Канал Костика подойдет. Если ты посмотришь, допустим, для примера, топ-10 субфлагманов на канале Польза.нет. Напоминаю, что основной канал Польза.нет. 460, по-моему, тысяч подписчиков. Что раз амнезия. 463 тысячи подписчиков. Вот. Так вот, там в субфлагманах было по Find X7 на каком-то месте очень высоком. Посмотри. Bad News дошел, привет. Меня радует твоя аватарка, ее всегда можно узнать. Кора, здорово. Горос, я буду считать, что это подкол, потому что сегодня я спал 4 часа, позавчера я спал 3,5, а до этого я ночь не спал. И я ненавижу бегать. Я как бы, ну вот, я, наверное, из тех людей, которые и других замучивали спортом, потому что я был нештатным начфизом, получается, 12 лет. У полка, армии, там, не армия, а как это, отдельный гарнизон у нас был. И, ну да, я драконил, народ драконил себя. Но спорт был, когда я был в академии, в школе для того, чтобы выделываться и девочки, в академии для того, чтобы получать увольнение, если ты занимаешь места. Да и если есть охота, то лучше побегать, когда нет на еду денег. А потом, единственное, чем ты можешь себя занять, кроме работы, позитивно, в моей ситуации, это был спорт. Все. Никакого спорта высоких достижений у меня не было. Red Devil, я против Эксина со всеми руками и ногами. Ты ЧК. Но опять же, когда мы Тензора и Эксина сравниваем с современными Киринами, вы понимаете, у меня... Вот я становлюсь более мягким человеком, когда говорят, что вот ты токсик, вот Huawei я прошел, вот 2 смартфона прошку через месяц.
Я дам им месяц, чтобы они допилили прошивку, чтобы у меня ничего не вылетало. Я уже его купил, он у меня уже лежит, и он даже не пылится. Фоточки идут на него, видосики идут на него. Я не буду его вспоминать. И вот пусть через месяц microG, G-Box и все остальное работает. И я буду безумно рад. Но не покупайте, пожалуйста, последнюю линейку. Вот не дарите им деньги. А ты то же самое, Dread Devil, давай на ты, потому что у меня уже 50 раз спросил, обычно после этого я баню. Так вот, просто купи что-то не на Тензоре, не на Exynos. Это я к тому, что пиксели тоже не особо хороший вариант развития событий. Кстати, еще чтобы не повыделываться, а рассказать вам логику, когда я говорю там, вот я не поеду ни на какие выставки, еще что-то. Меня же еще в Питере звали, много куда. И магазы открывающиеся, и Кстати, меня до сих пор зовут эти всякие сетевые наши на открытие магазинов. Не бесплатно. Вот, но не об этом вопрос. И раньше звали. Вы понимаете, что я тогда теряю день? То есть, как бы, я как человек, раньше живущий по расписанию, а сейчас в лютом хаосе. Почему я живу в хаосе? Потому что я не могу себе позволить расписать на бумажке, что я буду делать, или я кукукнусь. Я скажу, идите вы и выйду куда-нибудь тут. У меня 30-й этаж, в конце концов. И вот эти вот все... Я не знаю, как они так делают. Ну, у тебя реально вылетает чертова туча дней. Я летаю, ну, во-первых, у меня бордраны. То есть мне надо. Во-вторых, я 20 лет был невыездным. Но я не по работе летаю. То есть, как бы я летаю чисто посмотреть, пофоткать и оценить, смогу ли я жить, рынок электроники, ну вот это вот все. Ладно, окей, частично там по работе, но не по Ютьюбу. Частично, чуть-чуть. Little bit. И к чему это все? Даша, спасибо большое. Я не выспался. Нет, я сегодня поел. Я не шучу, я поел. Я поел. У меня очень много стримов. Вы не поверите, потому что... Вы не поверите. У меня реально бывали дни, и в Питере тоже, что я мог 2 дня не есть. Вообще 2 дня я реально забывал, у меня не было времени. То есть ты такой, надо поесть, заказать. Не то, что я там готовил 500 тысяч лет назад последний раз. И вот. А сейчас я сходил и поел 2 бургера. И молочный коктейль. Очень быстро. 7 минут. С момента захода в магазин, разогрева, прям там в магазине съел и уже пришел. Так вот, к чему это все? К тому, что мне удобно вот в этом, как белка колесе, потому что мне кажется, что если я остановлюсь, меня это колесо раздолбает, и мне будет лень вот так сидеть 3 прожарки, 3 прохода антуту, чего-то кому-то доказывать, что я не олень. Хотя люди, которые считают меня оленем, как бы я ни проводил стримы, сколько бы я доказательств не приводил, они все равно будут приходить и писать, ты олень. Ну и все, и это нормально. У меня 11 Lite 5G, я не заморачиваюсь, я просто смотрю, что интересно. Сергей, я про это и говорю. Комьюнити, которые любят железки. И есть о чем поговорить. И за жизнь поговорить, в конце концов. Потому что большинство, вот я говорю, это как маркеры. Ты приходишь куда-то, тебе продают крипту. В другое место тебе продают недвижимость. В третье место тебе продают путешествия. В 4 место ты приходишь, тебе продают инвестиции. В 5 банки. Ну, как бы, интеграшки все эти. Я, кстати, вы заметили, на канале, вот каналу 7 лет, до меня только дошло. У меня есть рекламные обзоры. Не знаю, их суммарно, наверное, 30 штук уже наберется из суммарного 3000 обзоров. Но у меня нет интеграции. Мне реально их лень делать. То есть, как бы, мне лень делать интеграции. Притом люди приходят, что им обзор не нужен, и по цене обзора интеграшка нет. Ну, потому что у меня, как бы, идет контент, и я хотя бы понимаю, что я хочу делать. А эту штуку туда запихивать сложно. Это минусы, наверное. Как ты думаешь, шарки уже не будут выпускать? Думаю, нет, они слишком сильно выпали, пацифисты. А к чему это все? К тому, что круто, что у нас есть возможность так собираться. Спасибо платформе, спасибо людям, которые приходят, и спасибо темам, потому что всегда
Даже если железку обозревали, согласитесь, но вот Huawei мы гоняли. Мне кажется, один стрим на Huawei красочнее объясняет это устройство, чем все 100 обзоров, которые я видел на YouTube. Вот это не мои выделывания, а вот просто вот то, что мы гоняли 2 раза пуры, это просто, ну это знаете, как ты такой на белую картину смотрел, а по факту она черная, вообще вот полностью черная, диаметр, ну 180 градусов. И классно, что есть возможность вот так. Что бы я ни говорил о Honor, вот сейчас, второй прогон, он там перегретый, если он у меня не сдохнет до обзора, я ему не прощу. 735 люксов, молодец. Купил Samsung S24 Ultra вместо Huawei. Какая гадость этот Samsung. Никто не предупредил, что у него в камере нет АИ, не распознают предметы. Стоит сфоткаться с прыщиком, как он делает всю морду красной. А с какого Huawei вы перешли на какой Samsung? Ну на Samsung S24 Ultra. С какого Huawei, можно уточнить? Вы не расстраивайтесь, если вы купили S24 Ultra, вы его без проблем продадите, а сможете сейчас купить очень дешевых Huawei. Очень много. Авито откройте. Как мне говорят, это все с нагребалами покупали. Ну вот, вы без нагребалов великолепно продадите Samsung и можете вернуться на Huawei. Кстати, заметьте, обычно с такими заявлениями приходят люди, которых никогда не было на канале, и они впервые на канале. Но претензий у меня к вам нет. Я вам верю, но, опять же, мое мнение, S24 Ultra лучше, чем новая линейка Huawei. Я очень расстроен, что он вам не понравился. Samsung точно не может называться идеальным смартфоном, но он хорош. Это не провал от Huawei, это разводилово от Huawei. То есть Huawei просто решил поднять бабла на старом железе на всех. И все. Позвал всех друзей, и друзья помогли поднять бабла. Привет, хочу взять телефон до 38 тысяч рублей. Сейчас танцы. С курсом не знаю. 12 Air OnePlus. Посмотри, у меня есть топ на канале до 40 тысяч рублей. Он все еще актуален. Ничего нового. Вот что вышло новое. Huawei, Honor вышли новые. Motorola вон стоит у меня. Новая. А Pixel 8a. Все это хорошее на фоне Huawei. Но сказать, что беги покупай Pixel 8a, я не могу точно. Насчет Honor'ов. Но, опять же, кстати, вот сейчас запомните, на Алишке ценники космос на них. Но это на наше российское... Я говорю, такое ощущение, что вот Honor с Huawei реально русский рынок считает за дураков. Вот реально, вы сейчас поймете, почему. Просто у них такое ощущение, что все у них куплены, и они как надо смогут преподнести народу, ну, через блогеров, опять же, чтобы как надо купить. Вот Honor 200 и подождите-ка, почему Honor 200 Pro, наверное, $340. А, 344. Так, видно будет. 344 бакса это Honor 200. То есть по курсу 5 секунд. Яркость держит. Температура 43-36 адекватно. Так вот, по курсу 92 у меня выходил. Ну вот если с двойной конвертацией 92. Он аккурат 31 600 рублей. То есть 31 600 рублей вот купил его я. Просто Алиха другая. И вопрос дня, почему один и тот же магазин продают в Россию за сколько он сейчас проверим? То есть это не вопрос к Алихе, это вопрос к Магазу. Это он выставляет ценник на Россию какой-то просто бредовый. Они не хотят, а потому что глобалка, наверное, будет по 50 кусков, и они не хотят, чтобы народ и видел реальный ценник. Сейчас 5 секунд. Honor Pro. По-моему, Honor Pro тоже
Это и был Honor Pro. А, нет. А где я 200 Pro покупал? Прикиньте, я не могу найти, где я покупал Honor 200 Pro. Ладно, поищу еще потом. Очень странные дела. В общем, у меня он так и выходил примерно. Может, название какое-то другое? Или я их два брал там? Нет. В общем, пока мы говорим про этот смартфон, и он мне обошелся в 31 тысячу. А у нас он сейчас 37. Ну, как бы, не шутя, 20% разницы. Это на китайский смарт. То есть это еще не глобалка. Олег, у меня монолог. Вас никто не... Юрий, да? 5 секунд. Они кстати, как-то странно назвали обзор. Опа, я не могу его найти. Вот он. У меня сейчас специальная подставка под смартфон. У меня реально их уже так много, что... единственное, я не купил, короче, iQOO Z9S Pro. Напишите мне, вам он интересен или нет. Я вот без понтов. Вот интересен он вам или нет, потому что меня ломает его покупать. Он дорогой. Он дорогой. Дорогой. Я хочу взять 12512. Но он дорогой. Не дешевый он вообще. Дред, мы так не выражаемся. Напоминаю, что на канале нет мата. Может быть, когда-нибудь я создам канал с трехэтажным. Но мне кажется, что меня забанят на всем YouTube, когда я начну разговаривать на нашем красноречивом 20-летнем зеленом мате. Вот. Я в процессе выбора нового смарта понял, что мне iQOO 12 за глаза и за уши хватит. Разницы в камере не вижу. Мистер Зергус, вот в этом-то и смысл, говорю. Я 85, по-моему, раз уже ходил со смартфонами в одном и том же месте, с одним и тем же лицом. Это же удобно. То есть вы можете посмотреть, а как я буду снимать в лифте? И такой тык-тык-тык-тык-тык. Снял 2. Все равно с одной ценовой категории ты максимум смартфонов 5 можешь найти. Более-менее одинаковых. Ультимейт. Ну, Motorola на все похоже. На все. Мне тактильно. Вот, она необычная. Она необычная. У меня нет к ней претензий сказать, что Motorola, какого лешего. Я рад, что они работают. Вот Meizu Note 21 я не хочу покупать. Moondrop какой-нибудь я не хочу покупать. То есть для меня это выброшенные деньги и время. Я оповские, это К11 и К1X до сих пор так и не пообозревал. Хотя у меня на них фотографий миллиард вообще уже. На оба. Нет там брендов нормальных, нет. iQOO Z9 Turbo, как в играх себя ведет, на Алике 39 тысяч. Ну, дорого. Ждите, когда... Вообще, во-первых, запомните, на выходных никогда ничего не покупайте. На выходные курс завышенный. Вот. Второй момент, как я и говорю, не забивайте голову именно сейлами, потому что middle сейлы, они тоже часто рулят. В чем это проявляется? В том, что вспоминаем великий ужасный Poco F6, который можно было купить в middle сейле, и все. И все. Я считаю, что с деревянной крышкой не функционально. Oppo K12 уже вышел, ну вот. Кстати, ну-ка. Ну-ка. Ты мне подкинул идею. Интересен вам Oppo K12? Кому-нибудь? Кто-нибудь? Кому интересен Oppo K12? Вот мне интересен Oppo K12.
Спасибо. А еще что интересного есть из смартфона? Сейчас куплю. Скажите, вот так к тебе приходить, шопоголик? Нет, ну это контент, понимаете? Вот это прикольный контент, потому что мне чихать, что как-то он не популярен. Мне кажется, он будет все равно в продаже. Он уже в продаже. А вот Realme не посылают нифига. Realme не посылают, ну и в топку их. Рано или поздно пошлют они эти GT. Им же надо продать их сначала, да? А мне пошлешь и все. Я имею в виду то, что я купил, не посылают. Спит Валенс. Но вообще он не спит, он смотрит аниме сейчас. Мне так кажется. Я ему передавал привет твой. Так. 24 SS40. К12 делать. Угу. Что-то как-то не работает. Можно ли купить игровой ноут? Да нет, нереально. До 50 тысяч только бушный, он будет, скорее всего, уже сгоревший. Это $500, мало сильно для игрового ноута. Ну, выйдет хорошо, 24 SS 25. А что еще кроме К12 вышло интересного? Не работают промики. Почему не работают они? Может, он уже вшитый здесь? Poco X7 Pro самый лучший из всего со времен андроида. Хорошо. Хорошо, если вы так думаете. Правильно? Плохо, если бы вы думали по-другому. Honor 200 дешевый просто. Я свой Honor 90 на 512 гигов брал за 45 тысяч. Максим, ну я показал, сколько Honor стоит не в России. При переводе в долларах. Я говорю, я не понимаю. Я точнее понимаю, что это русский офис. Им говорит, друзья, нам здесь надо продавать. Вы, в общем, как хотите, но делайте ценник ниже. И все. Ну, точнее, выше в их случае. Короче, купил я оба. И iQOO Neo 9S Pro и Oppo K12. А вот с K11 я не знаю. Тогда обзор не делать вообще. 70 Pro будет прожарка. Ростислав, да, я дам месяц Huawei, чтобы они допилили прошивку вместе со своими продавцами. И как бы это эпично не звучало, хотят они или нет, как я люблю говорить, у меня нет популярности, ее ноль, но есть узнаваемость. И народ обычно перед тем, как тратить соточку, уже на опыте, и он идет все-таки и смотрит все. А, ну, Huawei выпускает откровенно непонятно что. Если кто-то натыкается, мне кажется, на мой контент, там по-другому никак не оценить. Пока тишина, все ждут яблоко 16. Я не жду. Хотя я попытаюсь. Вот, кстати, тоже маленькие понты. Если у меня 17 числа дадут визу, а 18 числа полечу и куплю в Нью-Йорке яблоко. Прикиньте, я бы никогда в жизни не подумал, что я смогу в 40 лет полететь в Нью-Йорк, чтобы купить айфоны. Просто. И там куплю с Apple Care и буду их сразу раздалбывать. Но это так. Dream. Потому что чего мне? Мне нужен штатив и телефон, и все. Мне не надо ни оператора, ничего в каком-нибудь там, не знаю, хостеле поселюсь, и все.
Из операторов мобильной связи используют 20 и 7 бенд. Вот Теле2 их не используют, но и другие, кроме 7 и 20, используют, например, 38. Там зависит еще от региона, нет? Не все так просто. Ace 3 Pro возьми на заметку. Скоро 27 числа. Яблоки из-за закрытости никому не нужны. Еще и переплата космос. Только 62% Авито продается из мобил яблоки. И они продаются, я вам скажу. Ну, Bad News дадут, не дадут, да и ладно. Вот сейчас японскую дать должны. Еще неделя. Через неделю будет известно. Потом китайскую. И 17 октября я поеду на американскую. Вот. Но я там 1 000 000% не останусь. То есть я хочу пошопиться. Я помню этот eBay, когда я заказывал в США с разных штатов какой-то там склад. Потом ждал, тряс, чтобы это дело все послали. Мне кажется, их слали вообще морем часть этих товаров. Да, Ирина, зависит от региона. Поэтому нельзя говорить, что у этого оператора не нужны эти бенды. Сервис Apple чинить будет? Нет. Ultimate я не знаю. Но вот здесь Apple Care отсутствует. А в Нью-Йорке-то оно, наверное, есть. Телец использует 7 и 20 бенд. В Москве сам мучился с китайцем. Ничего не понял, но окей. Саня, Huawei P60 Pro. Хороший камерафон, но ему год. И? А я-то чего? Я виноват, что у Huawei с нормальным процессором, тоже старым, год смартфону или как? В какой момент времени я стал, по-вашему, пиарщиком? Вот теперь я стал... А, мне уже приписывали, кстати, что за хейт мне доплачивают. Я вообще такого... Вот, типа, сначала была идея, я так понял, в форумах, что мне платят конкуренты, потом до них дошло, что конкуренты никому сейчас уже давным-давно не платят. Мне кажется, и не платили. Потому что можно очень сильно хорошо присесть. Даже если через кого-то кому-то говорить хейтить. И теперь идея в том, что мне платят Huawei за то, чтобы я их вспоминал благим матом. И говорил, не покупайте их телефоны. Но это уже все, это уже дурка. Прям дурка. Но уважуха. Фантазия-то у людей работает. Видите, даже хейтеров заставляем думать. Z9 Turbo или Poco F6, не учитывая бенды. А как можно не учитывать бенды, друг? Друг. Конечно же, IQ. Да, Ultimate, черный пиарщик, во. Очень тяжело мне не переходить эти тонкие красные линии. Хотя всем кажется, что я их перебегаю. Вы очень сильно сомневаетесь. Ой, как вы сильно сомневаетесь. Но вот когда я начну переходить, меня точно найдут и скинут с балкона за телефоном. Потому что такие деньги вертятся в этих железках. Это просто жесть. Папам не мамонт, поэтому айфоны еще и у нас продаются, несмотря на отсутствие бесконтактной оплаты. Отсутствие банковских приложений. Ну, начнем с того, что я могу вам показать все банковские приложения. И я не собираюсь никаким образом яблоко выгораживать. Но я его использую как кошелек. Дайте мне альтернативу. Honor, у меня половина приложений с Face ID не работала. Pixel, серьезно? Что? Что лучший кошелек? И второй момент. Лучшей камеры я не встречал под моей цели и задачи. Все. Вы смотрите, вы здесь за счет айфонов. То есть, вот мой контент, окей, там голос, шур, но без всяких звуковых карт, кстати. Притом, раньше я хотя бы в студии была, а сейчас просто комната. Ну, я думаю, вы слышите, что звук не супер-мега волшебный, но нормальный. Не забываем прожать лайк, подписаться на канал с колоколом. У нас сегодня миссия. Давайте 7000 подписчиков наберем. Это всего 30 человек. Это возможно. Осталось уже, кстати, 10. Если вы что-то сможете написать, я буду вам безумно благодарен. В целом, яркость сбросил минимально. 691 люкс. Температура батареи 45 ЦП и батарея
34. Корпус прохладненький. Понеслась по поводу устройства. Ну вот смотрите, модель Honor, память CP 7 Gen 3. Да, как правильно говорят, он не особо от старшего брата отличается, хотя по баллам очень сильно. И, кстати, память здесь не UFS 4.0, разумеется, потому что выбивает он 61 тысячу. Вот, возможно, от памяти зависит. То есть, если у вас больше памяти в аппарате будет выбивать больше, соответственно, будет больше баллов в Antutu. Стресс-тест он у меня прошел отвратно. Я не знаю почему, но де-факто. По поводу камеры, смотрите. Спрашивал кто-то про HDR. Ты включаешь видео, настройки, максимальное разрешение для съемки 21 к 9 4К, 30 FPS, 60 FPS отсутствует. Эффективный формат это 265, скорее всего, я никогда не включаю, потому что если вы знаете, что с эффективным форматом файлы меньше, но рендер тяжелее. То есть редактировать их тяжелее. И дополнительные службы все включены. Если говорить про видеосъемку, здесь можно вот так делать ползунком. Можно с ИИ, можно фильтры. Меня больше всего умиляет, кстати, когда кто-то где-то пиарит фильтры. Такие, а самое классное это фильтры. И тебе хочется просто битый чувака приложить, потому что они есть везде. Даже в Дэшмане за там 10 тысяч рублей. Это просто такая дичь. Здесь есть функция размытия, когда ты меняешь апертуру. F4, допустим, оставим. Вспышка. Тихо. Окей. Мультиэкранный режим. Мне не надо мультиэкранный режим. Нужно показать людям вспышку. Вот здесь она находится. Довольно яркая. Кстати, вспышка также включается АИ. Ну и все. Плюс в том, что ты можешь 4К 30 FPS снимать как на основной, так на ультраширик, так и на телевик. И украшалка, разумеется, есть, но у меня есть ощущение, что она вообще не отключается. Вот. Дальше. То есть я так подозреваю, без HDR он. Если нет режима отдельно. Либо он постоянно включен HDR, но это прям так очень странно. Вот, умная съемка, улыбка, соотношение сторон можно выбирать. И горизонтальный уровень и сетку я люблю. Но сейчас что-то не включил я их. Все. То есть мы запоминаем 4К 30 FPS, и то же самое можно говорить про фронталку. 4К 30 FPS максимальное разрешение для съемки. Можно 21 к 9, но FPS будет всегда 30, без выхода на 1080p. При 1080p уже можно выбирать 60 FPS. Фильтры также, мультивидео и, разумеется, там всякие про-режимы с RAW форматом. Все как у всех, как говорю, как и в смартах за 10 тысяч рублей по менюхе. Хотя странно, да, что нет HDR. HDR есть в режиме фото. Видите? А в видео HDR нет. Притом на Poco, по-моему, он был. Что я даже оглашал. Не по-моему, а 99%, что был. Видео, видите, HDR. Но он у него включается максимум, по-моему, 4К 60 FPS, не 30. Да, в 30. Почему-то думал, что в 60. Да. У Honor его, в принципе, нет. Давайте попробуем 1080p. 30 FPS. Появится настройка HDR. Нет. Какие еще вопросы? Подождите. HW Info. Так, я его уже показал. 8S Gen 3. Но по большому счету сейчас мне единственное включить этот производительный режим. Я не прогнал его в Antutu. Ой, в PC-марке, прикиньте. Наверное, слетал. Ну ладно. Есть еще ночь. У меня есть еще целая ночь для того, чтобы его дотестировать. В Geekbench я его прогонял.
И все. Из важного теперь мы выбираем производительный режим, смотрим, есть он тут. Производительный режим включаем. Процент заряда показываем внутри. Дальше заходим в яркость. Максимальная яркость стоит. Почему-то он, когда пользуешь, тоже сбрасывает чуть-чуть. 4К 60 FPS, отличное качество. Да, только мы снимаем в 4К 30 сейчас. Ля-ля-ля-ля-ля. Так, подскажи смартфон. Так, 5 секунд. Значит, с апертурой в ступор ввели. 800, 1000 люксов. Мы будем искать, чтобы больше показал. 1100. Шим. Автояркость отключена была. Почему он показывал? Ну ладно. Затемнение обоев. Темного режима, светлый. А так интересно, значит, он, получается, среагировал. Все равно экран. Хотя у нас не была автояркость включена. Или она была включена? Нет, все равно 1100. Слабовата яркость. Дышите, не дышите. Да. Хотелось бы, чтобы всегда дышал, правда? Олег Шудалов, игнорщик. Понятно, вы теперь забанены. Теперь вряд ли вас кто-то здесь чему-то ответит. Вам. Как снимают по умолчанию смарты? Вопрос в настройках чаще всего. Есть те, которые сбрасывают. Это печаль. Настройки. Но большинство не сбрасывает. Так, подсветку врубаем. И яркость максимальную выставляем. Что нам покажет? Ну, ТНАшечка всегда не радует продавцов. Вот и на максимум. В общем, 1000 люксов у него пик. Тысяча люксов. Без автояркости максимум покажет он нам 802 люкса, 793, 768. Так. Шим шикарен. Пока. Великолепно. Вы видите? Только почему-то он возвращает яркость. Перехвалил. На низких процентах не смотрим на шим. Давайте хотя бы чуть-чуть яркость добавлю. Вот так.
31, 32, 33. 13. Вот так. Так. Вот кто мне с китайской тройкой первый раз курит? Скоростная съемка, смотрите. Я в прошке помучаю эту тему, потому что я ее уже мучил, я просто не захотел. Я сейчас вам объясню. Вот если я не советую аппарат, зачем мне его полностью разносить? Допустим, здесь есть у Honor такая же тема. Ты берешь фото, серийная съемка, и даже с HDR. Спокойненько делаешь, что фотографии. Вот. Диафрагма. Что, режим диафрагмы? Ну, давайте меняем. Кому-то хочется называть диафрагма, кому-то апертура, да? И в целом, что мне еще вам показать здесь? Что вы хотите еще увидеть? Touch, NFC есть вроде. Но это опять же китайская версия смартфона. Гуглы, разумеется, все есть. Надо сегодня, кстати, телегу еще скачать, кружочек запилить. По 3D Mark вообще все интересно, смотрите. В производительном режиме, не буду я его прогонять, потом прогоню. Останется что-нибудь для обзора. 99%, видите? Почти. Steel Norman. Но Extreme тоже 99,4. Wildlife 98. То есть все очень круто. И переходим к нашему любимому PUBG. Не забываем подписываться на канал. Неужели мы сегодня сделаем 7000 подписчиков? Останется... Не сделаем. Ростислав, есть смысл. Еще какой? Это у меня звук не работает? Нет, звук работает у меня. У кого звук не работает? 5 секунд. У кого-то не работает звук? Раз, два, три. Сейчас будет задвоение. Это у меня. Все работает. Я в топку. Tecno Infinix любимый мой бренд для рекламы. Но это не бренд. Это третий эшелон. Ну, второй, окей, так как они распиарены. Где-то там 2,5 у них. Пусть будет 2,5. И, кстати, сейчас я чуть не забыл. Настройки языка. Google-то я поставил, а язык, по-моему, не поменял. А почему, кстати, в игре английский почему-то? Settings. Что мне даунлодить надо? Language. Change. Студент, вы что, на Huawei сидите, если у вас глючит звук? На YouTube. Не забываем подписываться на канал с колоколом. Всем огромное спасибо, что дошли. И подписываемся на телегу скидок. Скорее всего, завтра вы увидите обзор на данный девайс. Не факт, но скорее всего. Александр Орлов, ну, мы сейчас тестируем девайс. Давайте не будем ругаться. Когда вы любые, вот, давайте договоримся, окей, вы меня поломали, сломали и
и вы не хотите смотреть мои обзоры. Вы когда пишете камерафон, вы пишите, что с ним собираетесь делать и что вы умеете. То есть умею устанавливать GCam, умею пользоваться настройками, нужно для фотографирования портретов, или нужно фотографировать спортивные мероприятия, или нужно делать видео, шорты, или еще что-то. Ну, напишите. Универсальное устройство только яблоко. Самс еще так отдаленно. Я на Oppo зашел на стрим, звука не было. Значит, Oppo стали дружить с Huawei и решили меня подставить. А что, если глючит, то Huawei сразу? Вот у меня никогда не... Однозначно, Ростислав, вот именно у вас Huawei никогда не глючил. А у меня 2 стрима, они просто ломали мою психику. Андрей, да, перегревается. Все греется, но не перегревается так, как перегревался Huawei, и на 15 минут его хватит всегда. Ну, может, не всегда, ладно. А почему мы перешли так плавно на яблоки? Пардон. Смотрите, как интересно. Ну-ка. Да, фейковый канал. О, интересно так. Благодарю, Universal. Это боты. Ну, точнее, это не боты, это фабрика ботов. Ну, наверное, это живой человек. Как можно прийти на техноканал и рассказывать про историю? Есть же исторические каналы, есть политические каналы, есть экономические каналы. Техника вне всего. Денис, да меня там все равно конопатят за этот курс, я вообще не понимаю, с чего. Как будто я к нему какое-то отношение имею. У меня нет никакого прогноза. Хорошо, когда ничего не меняется. Вот у меня уже седовласый прогноз. Вот отлично, когда не меняется ничего. Есть минусы. Huawei Mate 50. Смотрю, телефон смотрю. Макс, как я стал самым... вы заметите, как вот после всего я стал консультантом Huawei. Мои подписчики, пожалуйста, поставьте смайлики сейчас. Ну, что это за дичь происходит вообще? Куда катится мир? Теперь ко мне приходят за совет. Давайте, вот есть чертова туча рекламщиков их, которые летали к ним, ходили на заводы, делали рекламные обзоры. Вот идите к ним, они вам посоветуют. Я без оскорблений, я не советую Huawei. Это лутобоксеры, которые себя просто дискриминировали по полной программе, и они пробили дно. И я бы на месте производителей, покупателей бы объявил бы им бойкот, потому что они людей считают за идиотов. Все. Ну, не они конкретно, не Huawei, а тот, кто занимается их маркетингом в Российской Федерации. На 100%. То есть до такой степени. Вы заметите, как они врали, вот просто нагло врали про суперпродажи. Все. И постили везде новости. Что в итоге вы видите от тех же людей, которые их пиарили, отрабатывали свой кусок хлеба, что, оказывается, на распродаже 618 на Алиэкспрессе ультра вообще ни в каких топах не было. Ее просто не покупали. Да ладно, так можно было. Я вообще чумею просто. Хоть в глаза все божья роса. Да? Так к чему это все? Не советую о Huawei. Не советую. Вот. Да, и по Infinix с техно это... Я вообще... Ну, по ним я с удовольствием проконсультирую. Не покупайте. Все. Кратко. Так, включаем. Включаемся. Отключаем звук. Запоминаем градусы. Градусы, проценты. 80. И включаем секундомер.
Стоило ли покупать Realme Neo 6? Я не знаю, мы узнаем об этом с вами. Потому что я купил Realme Neo 6 тоже. SE. Подождите, китайскую версию Realme Neo 6 это Realme Neo 6 SE, нет? Я купил и то, и другое. А какой еще вам топ просто так сделать, потому что вам лень смотреть будет мой обзор? А потом на меня будут шапками бегать эти сбитыми с фразой «Ты горел, он ликвидный». Нет. Я могу сказать, что вы всегда продадите iPhone. Я могу сказать, что топовые Xiaomi не продаются. Кстати, кому нужна часть моих смартфонов, можете мне написать в личку, а вам дам авитовский аккаунт моего товарища. Что у него они, если захотите. Но там не все, там чуть-чуть. И только топы. Я повторяюсь, что я 14 Ультра уже за 80 тысяч не могу продать. Уже черт знает сколько. Это Xiaomi. Ну, как бы вот такая вот жизнь. Покупала ее за сотку, хотя бы не за 130. Опа. Почему я с этим хожу? Неразумно. Так к чему это все? Да, я шучу. Значит, не пишите мне. Я проявил слабость. Много смартов, очень много висит. И, ну, вот самое жестко висящее, повторяюсь, это как раз 14 Ультра. Huawei продал 70-й. В минус, разумеется. И 70 Ультра еще не продавал. Я его бы оставил, если бы Huawei 70 Ультра нормально снимал бы. А так, это стёб. Я вообще жалею, что продал S24 Ultra. Может, я еще раз куплю его. Потому что, видите, Poco F6 Pro и F6 я купил же опять. И оставил. Потому что с ними удобно. Вот я с ними сравниваю, потому что с ними удобно сравнивать. Poco это дно по съемке. Но как-то что-то снимает, и то неплохо, правильно? Что я за сколько продал? Так интересно, где ты сидел? В воде, что ли? Утонул. Ну, уже все, 74 FPS. То есть 700 тысяч баллов в Antutu это как Puro 70 Ультра. Huawei Puro 70 Ультра за 130 кусков. А это 30. 30. 30. 1000 у меня он стоил. Я говорю, почему китайские версии такие дорогие на Руали? Да так странно. То есть, видите, в принципе, для покупателя они очень даже лояльны. То есть, вот этот 200 мне вышел в 31 тысячу. А вот для России они, по сути, чтобы Global продавался, ставят выше ценники на 20%. Neo 6, да я не думаю, что это плохой вариант. Neo 6 плохой вариант, а вот 6 SE неплохой вариант, по-моему. Что то же самое, только дешевле, притом значительно. Яркость он сбросил, 5 секунд сейчас покажу. Прошло 4 минуты. Прям сильно, но не дико, но сильно. 490 люксов. 5 секунд. Я себе пометки делаю, потому что я потом забуду, а завтра пересматривать стрим для того, чтобы узнать. Будет печально. За 44 тысячи в рублях, если получается. Ну, не сильно. Но я покупал его за 50. За 50. Проценты засекли 80 было. Это вы не засекли процента. Мы с Universal все засекли. Оптический зум ночью. А цена, Костя? Не знаю.
И вообще ночных камерафонов. Еще отдельный топ ночных камерафонов. Это будет вообще интересно. Без света все работает плохо. Все. Работает плохо. Но плюс-минус. Так, бежим. Ну, все, он стабильно держит 70. Видите? Хотя нет, трогаешь. Что у него прикол, как с Huawei? Не-не-не, все равно. Я К12 заказал, а Reno 12 Pro. А он есть уже в продаже? Не хочу. Вот потом я очумею его продавать. Айку я продам. Даже К12 продам. Хотя я помню, с кайфом делал обзор на Oppo Reno. Может, куплю. Может, куплю. Сейчас товарищу напишу, если он не спит. Ночью только на штативе, да, с задержкой. А, или ты имеешь в виду видео? То есть взять. Почему вы используете Окупибара? Еще раз, меня зовут Сани, я покупаю это, и я не хочу покупать по второму разу, потому что S24 я купил, сделал обзор и на Exynos, и такой. Какой еще я должен обзор сделать? Не забываем прожать лайк и не забываем подписаться. Нас, может быть, когда-нибудь будет 7. Есть! 7 тысяч. Еще 3000 человек. 3. 3 я оставлю канал. И буду, точнее, не просто оставлю, а буду его вести. Опа. А это что такое? Куда он стрелял? Кто по мне стрелял? Почему по мне стреляли? Я же такой френдли. Ну, еще с самого начала не совсем хорошо все. Так, а что он лечится? А, если он уже в магазах продается, то я тогда не буду покупать. А его не обозревал? Мне его даже не выслали на L6. О! Что я не понял, что он бегает-то? А, все, к нему пришел тип. А, во, машина приехала. Хм. Никого не вижу. Ну, скачайте исходники, что iQOO 12, что Xiaomi 12. У меня тем более в одинаковых локациях море было. И сделайте выбор, что лучше.
На Vivo X100S, конечно, да. Кстати, я, наверное, сначала на Vivo сделаю, а потом уже буду делать на Motorola. Или сначала на Motorola, потом на Vivo. Ладно. Эту трубку я купил. Опа, я не знаю. ДК-12 купил сейчас. IQ купил. Я уже купил только что IQ 9S Pro. Только что. Ламадор, привет. Рад, что ты дошел до нас. Снизошел. Моторолу. Моторолу. Надо сначала два Honor, потом планировал либо Vivo, либо Motorola. Так, он, мне кажется, еще чуть-чуть скинул. Еще слегка. Вроде никого не вижу. Заманухи всегда обманчивы. Так, а я же могу выстрелить типа вызвать, освободить, да? Стрелять нужно в небо. Ну, в небо. Не знаю, что я хочу. Я понял. Мистер Эл, спасибо за просто снап. Спрашивают, потянет ли несколько приложений одновременно в доставке. Так, 13 живо. Я в баньке был сегодня, кайф. Везет тебе. Опа. А мне нет. Зарубилово такое там было. Молодцы. По расстоянию зашатали. Так, где третий? Ну все, я уже не успею дропнуться. Так, что мы... 15 минут поиграли. За 15 минут съела 5%, то есть в среднем будет... Или еще поиграть? Наверное, еще разок. Да, потому что мы обычно видим на 35-й минуте падения всего и вся у них.
Валенс обязательно. Он уже слышал. Я не знаю, чего он не хочет заходить. Так, 20%. Сейчас я поищу аккумулятор. Спецом заряжал окно. Куда он делся, непонятно. Мне новый свет пришел. Так что будет еще веселее все. 5 секунд. Так, одна камера разрядилась не сильно, одна чуть-чуть. Так, а чего он не ищет? А чем мне это Зимогород проверить? Какой прогой? Я увлеченный игрой. Но в Диабло хочу поиграть больше. Но не судьба. Позже. Чуть-чуть. Не забываем подписаться на канал с колоколом. И приходить на стримы периодически. GPS-тест, который без пробела в имени. Сейчас посмотрю, что вы имеете в виду. А, кстати, вот ради интереса 200 Pro. Видите? Устойчивость. А все почему? Процессор. Но не будем о грустном. SolarBay, SolarBay. S24 Ultra или iPhone 15 Pro? Да я в курсе, Влад, сколько они стоят. Вы лопату с компактом сравниваете, и опять же, если вы не сидели на яблоке, посоветую вам яблоко, а потом вы придете и будете мне предъявлять. Удобнее намного 15 Pro, мне лично. Но в то же время я бы купил S24 Ultra. И это не усиживание на двух стульях. Вот мне бы дали. Мне не надо снимать ролики. Я такой, ты хочешь S24 Ultra поиграться и посидеть на нем? Или 15 Pro? Я бы выбрал 24 Ultra, потому что я не крупный, и мне хочется там большие часы, большие телефоны. То есть я 182 сантиметра и 76 килограмм веса. Уже, наверное, 72. И меня привлекают такие штуки. Большие байки, там, небольшие машины. Машин у меня нет. Потому что плюс-минус и то, и другое устройство, оно очень высокотехнологично и интересно. И в Яблоке тоже есть где покопаться и чем поинтересоваться. Мне кажется, 15 Pro, вся с 14 линейки айфоны, все с автономностью супер. Вот никому не верьте. Я с 15 Pro Max хожу и кайфую. И как он долго ищет у нас сейчас, да? Пардон, у меня уже 2. А нет, сейчас 10 у меня еще. По ощущениям все 2. Так серьезно, интересно будет Oppo Reno 12 или нет? Pro. Как у кого день прошел, как выходные? Кстати, заметьте, я вот реально думал, что июнь будет скучным. А Huawei выгрузила свои Super 2 устройства, 3.
И все, и веселуха под самое не балуйся. Лично у меня. Как мне писали, да, что переживаю за ваши споры отношения больше, чем за свои. Сериал просто был. Голосование чего? А, давай. А ты можешь делать? Нет? Так, 89, 70. Работал как проклятый. Тоже хорошо. Бежать, 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 а потом заснуть, да? Во всем есть свои плюсы. Лично мне интересно только iPhone, Xiaomi и Samsung. Ну, хорошо, что что-то интересно. Было бы плохо, если бы ничего интересного не было. На работе прошли выходные, до этого 4 дня отдыха. 4 дня это прям можно и на дачу, и куда угодно скатать. Да? Сейчас я у друга Владимира спрашиваю, есть ли у него еще промокоды, чтобы купить мне 12 Pro Plus. 12 Pro, Oppo Reno 12 Pro. Что тоже так интересно, Алишка в России закончила сейл, а в остальных странах еще сутки. Все очень странные дела. Очень странные дела. Летим к выпускному. О, поздравляю, мистер Л. Как будешь праздновать? Куда пойдешь? Выпускной из школы или из института, или из универа, или из техникума, или из академии? Ну, я не кайфую от оноровской оболочки, потому что кастомизация минимальная. Опять же, это мое мнение. По-моему, еще сбросил яркость, но я проверю через минуток 5. 5 секунд. Шлем маску бы еще найти, и все будет в огне. Пам-пам. Есть. Почему я не должен был быть увлечен игрой? Думаете, что... Опа. То, что я спокойно принимаю проигрыш, это не значит, что мне все равно.
Мне интересно играть в такие штуки. Конкретно в эту штуку, окей. Опа. Сейчас будет обломно, если вынесут в одни калитки. Чувак, видите, как на помощь пришел? Сразу спрятался куда-то. Железный, желейный. Да, есть на IQ Z9X ощущение желейности экрана. Так же, как на Mi Ой, не Mi а AirPod, iPhone Pad mini. Опа. Apple iPhone mini. Ты чё? Кстати, геймбустер мы не включали. Ёшки, да и ладно. Куда он убежал? В чем прикол? Это бот был или нет? Боты могут прятаться? Мне кажется, нет. Так интересно. Стрелял, пострелял, убежал. Яркость вообще не волшебная. Есть ощущение, что он... Нет. Смотрите-ка, 600 люксов. У тебя такое ощущение в игре, как будто 400, вот честно. А нет. Ощущения бывают, видите, обманчивы. Очень сильно. Зачем я в ту сторону еду? iPad mini. iPad mini последний. Вот эта вот штука. Ну сколько уже? Года 3,5-4. На 3-й курс универа. О, все еще там. Куда он стрелял, интересно? Стрелял он куда-то в ту сторону. Да я не думаю, что не-не-не. Здесь также будет. 550. Ну, не 400. Как мало надо, да, человеку? Главное, не 400. Ждем вертолетик. Мистер, я забаню за упоминание скама. У Z9X, так я про него и говорил, что я уже не помню, как у IQ Z9 Z8X. Я помню, что у Z9X было желейный. Он недавно был. Сори.
Скажу, что школа и в какой-то степени универ при всех минусах лучше все время в жизни. Я не согласен. Ни за какие деньги, перспективы я бы не вернулся ни на год своей жизни назад. Уж тем более ни в школу, ни в институт, ни в один, ни во второй. Никогда. Понятно, что может быть это потому, что я не лежу там на больничной койке, и все мои проблемы решабельны. Но все равно. Так, вроде бы все наклевывается, я, наверное, смогу купить. Смогу купить. Рено 12 Pro куплю. Не 12, от 18 тысяч 870. Так. м, 5 секунд. У меня просто все промики кончились, и я товарища прошу купить мне. Опа, 5 секунд. А почему-то, кстати, я камеру вижу. У меня это отвалилось. Все. Я думаю, себя вижу, поставил туда аккумулятор дополнительный. Не вернусь туда самовольно. Да, да, здесь в этой жизни ты хотя бы сам отвечаешь за себя полностью. За все свои движения, плюсы, минусы, шишки, проблемы. Но все это зависит от тебя. И ты создаешь перспективы. А, ну, конкретно я базу создал такую, которую бы я сейчас не хотел повторять, создавать, и все. 5 секунд. Угу. И мы купим. Я понял. 200 Pro у меня товарищ покупал. Что у меня промики закончились. И я его просил. Владимир. 5 секунд. Коричневый или фиолетовый купить? Ну, такой пусть. Коричневый пусть будет. Давно не было. Официального магазина Xiaomi может ли прийти в брак с дефектами? Вы даже в магазине, в ритейле можете получить брак с дефектами. Да, такое возможно. Reno 11F такой дикий шлак. Просто сейчас, пока начались грусть с работы, которую не найти, так как еще учусь, а опыта нет, а деньги нужны хоть какие-то. Был у меня этот, я думал, как у многих, период, когда не было денег на доширак. Еще и подработать нереально было. Было маленькое, короткое время. В больших городах попроще, ты там в охрану устроился. Но опять же, не всегда ты можешь это сделать. Грузчиком можно подработать много где, если здоровье позволяет. Главное, ни в какую дичь не попадайте. Не соглашайтесь ни на какую дичь. Что столько людей у меня знакомых побежали за быстрыми простыми деньгами. И все. Потом уехали в места не столь отдаленные.
Буду тогда с трясущимися Ничего у вас не будет, все не беспокойтесь, все будет хорошо. Вы, если официальный магазин, ну, во-первых, обратите внимание на почте, чтобы там было все хорошо с упаковкой. Если с ней будет все окей, то, я думаю, никакой печали у вас не будет. %58% решили да, и мы купили. Пятьдесят восемь ПФС, 76. Ну, вообще держит. Вот мы уже играем сколько, и он держит. Бородатый, да, вы меня понимаете. У меня не было такого, что, ну, то есть у меня был свой кайф. Ну, в школе был, в академии нет. В академии я ни за какие деньги бы даже на неделю бы не хотел вернуться. Ни за молодостью, ни за чем другим. Моя молодость была намного хуже, чем мои 40 лет. И 30 лет мои были хуже. И спасибо за это системе, в которой я работал. Я не хочу. Я лучше... Серьезно, ну так обидно. Я так хорошо ушел. Так хорошо все начиналось. Ну и ладно. Не очень-то и хотелось. Суммарно 37 минут отыграли. 68 было 80, 12% за 35 минут. Ну то вот на то и выходит. То есть 21% в час. Автономность уровня вау. 37 минут 12%. Это прям вау. Понятно, что на низких FPS, но все равно ж круто. Больничка, и тебе добра и позитива. Ультимейт, ну и супер. Вы подкованы, значит, на 100%, чтобы все пройти. Не забываем подписаться на канал с колоколом. Вот видите, не буду ругать Сильнона. Но чуть должен, но не сильно. Я Слайв Берка. Я вас баню, потому что вы издеваетесь. Я очень прошу вас посмотреть стрим, посмотреть обзор. И можете вбить желейный экран iPad mini. И все. Так. Начнем. Начнем не с этого. Нет, неправильно я начинаю. И это не то. Адский Гвигнарий. Улучшить. Разбирайте остатки демонов. Хорошо. Настройки мне надо. Графика. 60 FPS. Ну вот так будет средние настройки. Так, а что мы тут? Изготовление комплектов. О. У меня нет ничего, да, чтобы создать. А как я его создам? Никак. Что для этого надо? Непонятно. Ну ладно. У меня 3,10 из чего-то там. Нет, в основных я не хочу.
Одногонка решил заработать на съем квартиры. История была связана с легкими деньгами. Конечно. Еще, еще и карму себе навсегда испортишь. Добавить 7, войти. Так, все, мы засекли, в принципе. 18 302. Сейчас я переведу человеку, чтобы он мне купил телефон. Короче, когда у меня промокоды заканчиваются, я прошу друга, и он переводит. Так, понеслась. Еще 5 секунд. Всем привет, Саня, будешь брать S3 Pro? Так у меня был на него обзор или нет? Или на S3 был? Ну-ка. Будет эпичный фейл, если я сейчас его не купил. Прошу прощения. Видите, как весь стрим проходит? Это я просто покупаю смарта. Сейчас купил, получается, 3. В следующий стрим не буду ничего покупать. Ладно. S3 Pro. Нет, не видел я S3 Pro в продаже. Можете мне ссылку скинуть. Фриза. Не сильная, но фриза. 60 FPS тяжело ему. Ух ты, ёшки. Ничего не понимаю, но очень интересно. 5 секунд. На обычные 3. А 3 Pro я не видел в продаже. Скиньте мне на Алихе, если он есть. Или вы в новостях только его видели? Здесь какой-то тип должен быть. Мини-босс. Да, ну необычные курьеры, опять же, любая работа из разряда там таксистом много можно зарабатывать, доставка, еще кем-то. У всех есть свои минусы и свои очень большое количество особенностей. Все это адский труд. Всегда. Любая тема в сфере обслуживания это так же, как госработа. Это просто коммерция еще полбеды. Вот эти все темы. Мне так интересно.
Новый бренд IQ. IQ это вообще не новый бренд. Ему сколько лет уже? Лет 5, если не больше. Древний. Все знаю, сколько, кстати, IQ, интересно. Ух ты, ёшки. Типок меня нашел, пока я гуглил. Январь 19-го, 5 лет. А, то есть, получается, я их вообще на заре начал покупать. Я уже начал их покупать. Мне кажется, что я их начал покупать как раз, когда они начали работать, получается. Что он делает вообще? Портал завершен. И все. Ничего интересного. Голова интересная. Видеть. Перенос. И все. Я скажу, что портативные консоли мне не интересно. Я даже не понимаю, как их тестировать. Что мне кажется, что если в мобильниках, которые, ну, существует только один бренд нормальный, Asus, который сейчас делают. Здесь фриза. Фриза лютейшие. Что ничего так? Геншин ничего. Вообще все ничего. А я, кстати, секундомер не включил. Вы включили? Я не включил. Но он фризит. 64. Не кайфово играть. Давайте попробуем еще разок. Войти. Сергей Козловский, вы в бане. Друзья, вот просто такие приходят провокаторы такие. Так, а 4-й уровень. То есть здесь можно до упора вообще уровни менять, кстати. Но тут получается, если это только 4-й, то нужно ускориться и вот типов. Они их, по-моему, даже не считают за количество. Ну, то есть обычно же идет, типа, там серия. Сейчас я вообще не вижу ни серии, ничего. Это Diablo. Diablo Immortal. На 60 FPS она хорошо поедает. И вот, чтобы здесь кайфово играть, здесь, конечно, не хватает. Это очень интересно, потому что он не считает здесь количество убитых, получается, вот конкретно на этой локации. Серии не вижу. Видите? Он не считает серию здесь. Непонятно, какие слухи. Прогресс. Не важно. Надо бежать и искать босса.
Босс, 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 босс. Что, в принципе, да, опыт-то мне не нужен уже. Надо пройти подземелье и все. Сколько там идет, наверное, за мной? Немного, кстати. Не все. Сотку на Геншин отправил. Спасибо большое. Вы сегодня первый донатор за 2 часа. О, страж, зашибись. Где? Нам надо следующий уровень. Ну все уже, друг. Где теперь выход? Портал. Что глобальное хорошее можно взять за 20 тысяч? Poco X6 Pro, ждать распродажи и брать. Так, портал 5 уровень. Интересно, а сколько я так порталов могу просто пробежать? Для интереса. Что мне надо пробегать их, это все бесполезно. Вот. Опыт мне не нужен, ничего больше я здесь не получу. Можно вот этого типа, конечно, занести. Непонятно к чему. Что мне кажется, в уровне 10 я могу так пробежать. На ускорение. Какой-то типок бежит. Вот эти типы еще могут. Все, видите, подвис. Только начал рубиться, сразу подвис. Дерево это. Угу, не туда пошел. Текно точно не советую, Infinix не советую и Intel не советую. Во. Ну, я думаю, да, еще уровня 3 я так смогу пройтись. Там уже будут повеселее, типа. А зачем мне прогресс, кстати? Во, все. Портал. Все. Она смеется. Прям. Еще один также могу пройтись. Все не советую. Уже сказал, что советую войти. Мистер, ну вот если за 14 выцепят, то зашибись. Конечно, пойду, Владимир. Приятно тебя, Кулев, видеть. Мне, кстати, понравилась «Эмоции 2», Emoji 2, мультик. Не знаю, там народ ругать начал их. Очень. Я прям прослезился. Хотя сыну было вообще все равно на них. Глубоко. Так, ну здесь какие-то эпичные типы. Всех пробегать. Всех победить. О, золотистый какой-то тип. Я думаю, вот здесь надо остановиться.
38 тысяч, ну вот это. Что-то как-то и все. Короче, нас не остановить. Нас не догонят. Где тут этот портал? Вот он. Так, сюда. Чубзики. Как я смотрел, как придумывают демонов всех этих в играх, видели? Что просто все смотрят на средневековые картины и все. И копируют их. Меня потянуло на советские мультики. Ну, это зрелость, назовем ее так, наверное. Я просто говорю, что как бы вы ни относились к их творчеству, вещь довольно неплохая. Так, куда я не туда прибежал, да? Пробежать, 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 пробежать. Оставить типов и убежать. Какая карта большая. Бежать не пробежать. 10 минут уже бегаем. Вот старт, страж пришел. Что за облом? Ну ладно. Когда, как говорится, прокачался слишком сильно, чтобы тебя хотя бы хп снимали, да? Табу это сериал, да, Табу был вообще норм. За 45 взял из 20. Жесть. Дорого. Подожди, с 24,50 с копейками можно было бы выцепить. Не, у него хорошие отзывы. Да, так я же говорю, просто его начали кто-то ругать, и не слушайте. Очень клевый мультик. Очень хорошо сделали. Ничего лишнего. Вот прям и взрослым интересно, и детям. И мораль такая прям хорошая. Люди разные бывают. И у всех есть свои демоны. Мораль в этом. Ну, смотрите, а здесь уже тяжелее. Что там бегать надо? Опа. Серьезно? Зачем мне этот опыт только? О. Так, не туда. Не туда. Отсюда можно. О, ничего ж себе. Прикольно. Мы даже подвинули. Да дороговато 45, прям совсем. Очень. Не знаю, где ты так дорого нашел.
Ну, такое ощущение, что ты живешь в дефиците. Я, пацаны, не смотрел сериал, я что-то не горю желанием смотреть. О, прогресс. А что это, я уже возвращаюсь обратно, что ли? А, жесть. Не туда побежал, называется. О, мы уже здесь. И типа при определенном количестве типов он появляется, да? Во, вот у этого уже, ну, тоже лояльно все. Я думаю, следующий уже будет веселый босс. Должен быть. Глеб, вы не хотите знать мой ответ? Потому что у меня этот 1% женщин, один, на канале. И если я его еще потеряю, это будет плохо. Очень. Для канала. У меня не получилось. Нового ничего не хочу. Все. Наверное, так. Ну, я, наверное, и не был настроен, чтобы получилось. Хотя 13 лет я был в браке. 13. Вот. То есть, как ты можешь учить чему-то? Я могу рассказать про спорт, там, не знаю, про более-менее там финансы, отсутствие вредных привычек, еще какие-то такие вещи. Вот что можно сказать, пусть в локальном смысле, но у меня есть определенные жизненные успехи. А здесь у меня успехи только 2 сына и все. Я могу рассказать, как нормально договариваться в итоге, что надо сразу заходить в семью с пониманием того, что детей надо будет обеспечивать. И все, если что-то будет чуть-чуть не так. Не знаю, мне не кажется, что это кому-то надо. Кому нужна моя личная информация? Левап, я просто не разобрался, как вас разблокировать. Я ему личку в телеге сказал написать. Нет, я не смотрел, Алекс. Я жил в 90-е. Мне это не надо смотреть. У меня у отца глаза нет. И в армии он не служил. И бизнесом занимался. Мне абсолютно не интересен слово пацана как сериал. И мой крестный отец, дядя Коля Новохадский, с определенных мест не выползал. Я даже, ну, как бы, у меня другое отношение к этой романтичной истории. Поэтому особо смотреть я его не хочу. А розочки, разбитые бутылки, трупаки в Петербурге видел. Как я видел. Ничего, у меня была молодость, как у Христа за пазухой, потому что отец занимался бизнесом, и все у него было хорошо. У него была вот как раз такая молодость. И романтизировать ее точно нечего. Голодная, злая, бесперспективная и с очень большим количеством проблем. Просто сейчас модно быть с девушками и прочее. Как понять модно? Я не понимаю, что значит с девушками? Я считаю, что любая форма отношений это хорошо, потому что ты учишься как с другим миром общаться в каком-то смысле.
Но я очень плохой ориентир для здоровых отношений, сформулирую так. Что если отношения здоровые, то ты не здоровый, а я здоровый. И все. Наверное, так. Однозначно я за абсолютно традиционные отношения. Хотя не осуждаю ни в коем случае тех, у кого чуть-чуть по-другому голова устроена. Это я сейчас не стелюсь, потому что мне кажется, что в нашем обществе это полдесятых процента какая-нибудь, полтысячная процента. Мне не кажется, что таких людей много. Но мне не важно, кто что делает дома. На улице, да, ввиду того, что у меня дети, я бы не хотел видеть дичь. То есть и пранкеров, и все подобное я бы... Я не ностальгирую вообще ни по какому времени, вообще ни по какому. Мы живем просто в великолепное время, великолепное, лучшее время, когда ты можешь свалить из реальности, притом не употребляя при этом никакие вещества, не запрещенные, не запрещенные, электронных устройств в море, можно работать дома, никого не видеть, можно быть интровертом, ненавидеть весь мир. Можно осваивать все виды профессий, какие только есть. Можно не думать, что о тебе кто-то думает вообще, потому что ну, реально общество сейчас до такой степени компьютеризировано, что ты хоть в колл-центре можешь дома работать. И все. И не выползать, и пользоваться только доставкой. Наверное, это круто. Ну, то есть в моем мозгу, да. По поводу ненависти кому-то. Ну, одно могу сказать, что вот КСЕ у меня была концепция современного естествознания на второй вышке. Мне она очень нравилась. Это американская дисциплина, как я понимаю, или европейская, но у них в институтах во всех она есть. И там такие постулаты были. Один из них это основных. Мужчина ресурсы, женщина дети. Но ты по-другому ничего не придумаешь. От этого надо танцевать. То есть все девушки, конечно же, большинство, наверное, здоровых отношений стремятся к семье, уюту и всему остальному. Мужчины в большинстве своем несут на себе груз того, что ты что-то должен кому-то доказать, себе, людям. Никому ты ничего не должен. Никому ничего никто не должен. Родители должны детям, пока им нет 18, и все. Хватит вот это в себе генерировать, что я всю жизнь всем должен, обязан. Ну, это, наверное, всего касается. И помнить о китайских забастовках. То есть я пока 20 лет работал, я всегда говорил, есть инструкция, ну вот все говорят же, инструкции, нормативно-правовые документы. И ты можешь всего бояться, говорить, инструкция, нормативно-правовые документы, не могу по-другому. И, в общем, если до тебя будет не докопаться, жить будет намного легче. А брак или жизнь женщины – это всегда компромиссы. Вот я 13 лет пробыл в браке. И женщина в компромиссах, и мужчина. Насколько это было разумно, пока что, ну, как время уже показало, у меня 2 детей. Кто от этого выиграл? Они. Они существуют. И все. Да, но в первую очередь это опыт. Всегда это опыт. То есть сегодня ты обезьянка, а завтра понимаешь, что... Ну как? Чел- Как пьяный трезвому не товарищ, и то же самое, как у нас говорили, залюбленный человек, он не товарищ человеку, который не залюбленный, а каждый залюблен по-своему. То есть я считаю, что домашняя работа, хозяйство – это адский труд. Это просто адский труд, монотонный и абсолютно неблагодарный. И за это людям, мужчина это или женщина, кто сидит и занимается, не сидит, точнее, кто занимается домом и хозяйством, им нужно быть благодарными всегда. Хотя, наверное, это не для моей аудитории не популярно, но есть очень простая штука. Я все время умилялся, когда мне рассказывали знакомые, что типа вот там супруга или подруга тратит много денег на еду или там еще что-то. Ты попробуй в магазин походи. Это еще в те времена, 10 лет назад было. И вот каждый раз, когда супруги или подруги психовали и говорили, все, давай ты, ну, бюджет уходил за 10 дней, а не за 30.
всем кажется, что все дешево. ЖКХ заплати, за квартиру, за машину заплати. Но опять же, это все чаще всего, разумеется, на плечах мужчины, потому что ты должен соответствующий уровень обеспечивать. А у соседа Мерседес, да. А у тебя там дачи нет, да. А вот подруги айфон купили, а ты не обновил своей любимой. А почему ты должен кому-то что-то обновлять тоже? Ну, специфически, говорю, туда ползти, это очень популярная тема, на чем люди а-ля коучи делают деньги. Я одно могу сказать, что есть такая фраза, не фраза, а прикол. Фотографии можете посмотреть в мем. Женщина стоит с плакатом, и бегут марафонцы. И это американский плакат, на нем написано, что если ты еще женат, значит, ты плохо тренируешься. Вот примерно то же самое могу сказать, что если человек болен какой-то темой, ну, то есть он реально любит свою работу, быть, наверное, в серьезных отношениях очень сложно, потому что человек, который рядом, должен пожертвовать всем, притом непонятно ради чего. Вот. А если ты себя, ну, я по себе сужу, если у тебя хоть что-то получается, хоть в какой-то форме, то на окружающую действительность ничего не остается. Вот у меня там спрашивают, а как? А никак. Ну, то есть вот моя жизнь. Я не передергиваю, не утрирую. Да, если по-другому, наверное, именно математически ее построить, более грамотно, оно бы было, ну, я не знаю, вот что мне нравится, то я и делаю. Расту ли я в этом? Я считаю, что да. Я говорю, я сегодня вон обрадовался, что я придумал слоган, что я заставлю вас думать. Как бы это эпично не звучало, но я реально под канал хотел под стримовский слоган. Вот. Ну, прикольно. Меня осуждают, что часто меняю работу, так как не могу найти свое дело. Ну, я себя нашел в 34 года. Мой отец бросил работать в 34 года и ушел в кэш. Если финансы позволяют, можно уйти. А какая разница, кем ты работаешь? Какую профессию? Ну, я был в одной профессии 19 лет. От чего? От того, что у меня мозгов много? Нет, не от этого точно. Потому что было комфортно и была достойная оплата труда. Все. Ну и как бы цели и задачи позволяли мне развиваться в тех моментах, в которых мне было интересно и возможно развиваться в тех условиях. Так, ну что, где босс? Все, босс пришел. Так что если главное, чтобы вы зарабатывали, не сидели на шее ни у кого, по мне. То есть если ты сам себя обеспечиваешь, или родители на это согласны тебя обеспечивать, продолжать. Не жить за счет кого-то и все. Ни в каком смысле, ни в эмоциональном, ни в материальном. И будет тебе счастье. Себя не полюбишь, никто тебя не полюбит. А как вам любой психолог скажет, повторяюсь, все танцует от того, что вы никому ничего не должны. И все. Но это не считается, что там, допустим, есть определенные обязательства по отношению к людям, которые вам доверяют. То есть предавать их тоже нельзя. Звук слабоват, сори, Павел Стацкий. Я просто не громко говорю, потому что мне не кажется, что это кому-то интересно. Как много жизнь прочитали за свою 60-летнюю жизнь. Ред Наоми. Лучше меня еще никто не подкалывал. Мне 40. Прочитал я очень много. Но в основном читал я в академии. Когда на первой академии учился, у нас не было еще таких мобильных телефонов, и мы сидели, постоянно читали. Так, 27 минут уже. Но ничего не произошло. То есть мы уже час играем. Я так понимаю, все хотят, чтобы я его в Геншине погонял, да? И что с ним произойдет? Давайте я тут пройду последнее подземелье. Есть, но они слабоватые.
эти искусственные интеллекты. Даже я звонил с этим переводчиком, но я не знаю, это лажа. Напишите, кто пользуется самсунговским переводчиком, и он нормально переводит. После такого шима дальше неинтересно. Успехов автору на его площадках. Спасибо. Я не знаю, какой... А, ты имеешь в виду в самом начале то, что шим ты посмотрел. Сори, я-то тут при чем? Так. Ну, кстати, уже так, не так просто стало проходить подземелье. Я вам скажу. Уже даже, видите, закрываю их. Вот, все. Ты оставишь их там, можно гребсти. Даже жизни уже нужно. Нет, Деккер, он не бред, а он просто плохо очень работает. Вот в чем прикол. То есть он плохо работает. О, желтенький какой-то. Какой-то желтый тип. О, привет. Я тоже быстро. Желтый тип ушел быстро. Нужно не любить себя. А, ты типа, почему в 40 лет я выгляжу на 60? Ну, вот так получилось. Зато пенсия была уже в 31. Хорошо, буду в канделах для вас. Спецом. Кровавая угнетательница. Вот все, босс. Где? А где босс? Босс, 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 босс. Где он появился-то? Где он появился и как до него добежать, да? О, есть контакт. Все. Конец. О, о, прикольно, да? Кстати, смотрите, он выжил что аж второй раз я вызываю этих типов. Хорошо так выжил. 32 минуты. 53. Сколько было до этого? 62? Можно просто использовать корректор для съемки, и будет все нормально, поверьте мне. Но мы не ищем легких путей. Так. А сколько здесь всего уровней?
Не шутя. 10:39 их. Мы прошли 11. Так сколько было процентов, кто-нибудь помнит? $53. По-моему, 62 было, нет? Други, помогите. Горячий он горячий, но не люто горячий. Вот как надо делать. Как у Honor, да? По АВМ. Павел, ну давайте вместе подумаем. Есть съемка, правильно, я ее тестирую. Я выкладываю потом исходники. Есть игровые возможности. Правильно? Правильно. Вот. О, не шутя. То есть все-таки повыпадало всякой штуки. Хорошо. Там кто? Редкости и древности. Ну и ничего круче не было. $68. 53-68, то есть 30% в час. Вот тут уже реально. 30%. 65 или 68? Кто-нибудь посмотрите, пожалуйста, еще. Я потом перепроверю. М. 200 и 200 Pro будут в России. Я повторяюсь, ко мне приходили с их рекламой на глобалках. Завтра, наверное. Ну и будет, соответственно, много рекламных обзоров. Так, все, закрываем эти дела все. Эти великолепные приложения. И заходим в Гену. У меня сел телефон для музыки. Кит версии Turbo 3 или Z9? Z9 я бы взял. Гены не будет. Мне кажется, я ее не скачал. Но зато вы можете посмотреть, за какое время оно скачается. Простите. Как я так облажался. Ну, я каждый стрим в каком-то смысле лажаю. Поэтому, в принципе, это нормально. В 2 игрушки мы поиграли. Так, 5 секунд. Одобрим вход. М. 13T или OnePlus Nord 3? А, 82. Нет, когда PUBG начинал, было 82. Когда закончил, было меньше.
Так. Получить. А Моторолу покупают почему? В чем прикол? Потому что интересно, потому что дешево, потому что за это железо остальные просят больше денег. И все. То есть в первую очередь поэтому. 603. Секунду. Пошла загрузка. Сейчас увидим, сколько будет. 30. Если 30, огонь. 20 не огонь. Двадцать 24. Ну, хотелось бы 30. Да, это нормальный Wi-Fi. Может, разгонится еще. Z9 Turbo Plus, я даже о таком не слышал. Пусть качает пока. Декер это разводилово. Мистер БНД сети, я абсолютно с вами согласен. А еще нужно помнить всегда, что когда ты берешь игры, то игры – это золотое дно. Оно приносит очень большое количество денег людям, которые их разрабатывают. И вот прикол в том, что если они у тебя нормально не работают, значит ничего нормально работать не будет. Так странная тень такая. Это мечта блогеров. Ну да. А счет, что Tensor волшебный процессор, это мечта перекупов. Да, я играю в игры, кроме стримов, но только для того, чтобы оценить автономность. И опять же, если я найду еще какой-то косяк, то я записываю об этом кружочек в личной телеге. Вот. %12 за 35 минут в PUBG. Diablo начал 60. То есть, получается, в Diablo 30%. Так интересно, да? То есть, в PUBG он поедает 20%, потом разогрелся, и 30% в час пожирает в Diablo, притом с тормозами. Но он 60 FPS. Влад Власов, по поводу того, менее актуально. Вот смотри, вот более или менее Motorola улетает сразу у меня. Вот сколько я Motorola не покупал, как бы я их не ругал, там вот, тормознутая, как с Lenovo. Их покупают. То есть я не скажу, что ликвидность низкая, да, там может быть их мало покупают и мало продают, наверное, сформулируя так. Вот. Правильно измерять в канделах сувершоу. Люкс это освещенность, ну, как бы, это по-ламерски. Но я и так на непонятном языке говорю для большинства. Плюс у меня шутки плоские. Точнее, их практически нет. Но с августа я, наверное, сделаю, как и остальные. Я не буду делать скетчи, но будет нарезка в начале ролика. Часто. По поводу смарта. Какая-нибудь из разряда. Ну, что-нибудь такое. Чтобы улыбнуться можно было. Попытаться.
Так что фабрика чуть-чуть сломается. Вы часто продаете смарты. Как вы считаете, что через пару лет будет ликвиднее, F6 или F6 Pro? F6, конечно. Все, что дешевле, намного проще продать. Почему? Потому что дешевый смартфон, он большим людям по карману. И все. Как бы так. — 840 нит яркость экрана люксов. Или нит, да. Оно не будет, оно будет видно. Слово «хорошо» я бы не использовал. Хорошо — это от 1000 люксов. Кстати, вопросы по стриму. Если у кого-то есть вопросы по стриму, 5 секунд. Я сейчас в ТГ личную скину вам, чем люкса от... Пять секунд. Вот здесь через 15 секунд будет, чем люксы от канделов отличаются. Можете почитать. Потерпите. Люкс — это освещенность. Кандел — светимость. Пять секунд. Все можете читать, если вам реально интересно. Какой смартфон посоветовал взамен iPhone 11? Алекс, ты не сможешь, потому что ты не указываешь свои финансовые возможности, а когда-то 11 и 11 Pro Max, 11 Pro были эталоном просто. Материалы, экран, IPS-очка и аналоги есть за большие деньги только. Роман, а это решать вам. Посмотрите мою личную телегу и решите для себя, что лучше. То есть как бы все максимально просто. Будет нагреваться Богдан. Охлад просто купишь и все. Кулер. Вот как у меня, допустим, здесь работает над верхним. То есть это реально. Почему на Али нет глобалок Reno 11 и 11F? Не хотят они продавать глобалки через Али. И все. Я вам только что показал. Что 31 тысячу я покупал Honor 200, а сколько она будет в глобалке? Ну, за 31 вообще огниво. Огниво просто. Не берите эти Reno 11. 6000 нит. Что это тогда? Светимость — это фантазия. В HDR режиме на каком-то маленьком участке, я не знаю, их никогда не видел. Я при вас измеряю все, поэтому для меня что это? Разводняк. Разводняк маркетинговый. Без выреза под фронталку. Нет дешевых, Николай. Есть декер, разумеется, что везде попадет вода, поэтому 1000 раз нужно подумать перед тем, как ты что-то будешь топить. Отхожу ко сну. Ник Либра, огромное спасибо, что ты заходил.
Саня, что по продаже ноутов? Ничего. Ничего. Ничего у меня не продается. У меня один только Honor из тех, что я купил. Я говорю, я купился этим Майнбенхен. Я не буду больше обозревать ноуты. У меня притом продавцов, ну не соврать, ну раз в 2 недели пишут, что давай мы будем тебе просто посылать ноутбук, ты просто будешь потом на нас давать ссылку, и все, и будешь оставлять его себе. Но как бы, ну это разводняк, потому что это Авито. Меня, ну как бы вам сформулировать, если человек физически не знаю, да даже если знаю, прикиньте, как можно народ с ноутбуками по 200 тысяч нагреть. Ну, тоненькая такая красная линия. На площадке можно в спор подать, в магазине можно в полицию пойти утрированно. Вот. И одно дело, когда крупная контора к тебе приходит, а другое дело физики. И к чему я это нытье включил? К тому, что очень тяжело ноутбуки продаются. В инженерном меню есть маленький белый треугольник, чтобы проверять яркость. Только прямоугольник меньше датчика радекса. Сори. Новый игровой тест в бассейне, да, еще и с милыми девушками там, да. И я начну идти по тропинке, идущей прямо в ад в плане контента. У меня нет заманух. Ну, нету. У меня вот тесты заманухи, когда люди могут прийти и увидеть своими глазами. И все. У кого-то юмор, у кого-то скетчи, у кого-то прям лютейшая продажность, но это тоже подкупает, когда ты приходишь. Ну, я же реально понимаю людей, которые смотрят чуваков, которые красят ролики, там, не знаю, продаются вообще всем брендам, каким только можно. Зато ты приходишь, и тебе там комфортно. Ты думаешь, что на фоне вот этих вот типов ты просто волшебен. Но это такое себе тоже. Ну, опять же, у каждого свое. Подскажи, пожалуйста, какой сейчас смарт выбрать до 40? OnePlus 12R, OnePlus Ace 3. Poco F6 до 30 я бы взял. Декер, да. Да и без стрима, да. Бабло победит зло. Я не знаю, как вам сформулировать. В 40 лет много чего понимаешь уже. Орлов, а оно мне надо. Я говорю, я безумно рад, сколько нас сейчас. Ну вот единственное, чего бы голубая утрированная мечта, в хорошем смысле, это 10 тысяч подписчиков на канале для стримов. А так Honor 200 абсолютно непопулярный смартфон. Вон в пике нас было 200 человек в онлайне летом на 7000 канале с девайсом, который, ну, никому он не нужен, этот Honor 200. Вот напишите кто-нибудь, я пришел за Honor 200. Мне просто интересно, как много людей будет. Потому что я пришел пообщаться. Каждый раз я прихожу пообщаться. И видите, я пока с вами общался, вы мой генератор идей. Я 3 смартфона купил, 3. 3. Вот сейчас за стрим. Один мне купил Владимир. Вы видели, как я ему деньги... Ну, как деньги переводил, может, не видели. Получается, 2, вот они. iQOO Neo 9s оплачено. И Reno 12, 220 баксов. И вот, кстати, мне эти не посылают. Realme. Я не пришел за Honor. Я про это и говорю, Богдан. Что хорошая у нас за 7 лет аудитория собралась. Аудитория. Они и раньше были не святы, Алекс. В этом-то и смысл. То есть те времена, когда есть такая тема лидер мнений. И даже когда у меня мало просмотров набирали ролики про часы, на меня выходили, потому что в часах я уже был лидером мнений. И у Honor были очень, точнее у Huawei,
очень неприличные требования. И даже тогда, когда для меня YouTube был просто очень большим минусом в плане финансов, я им сказал: други, они пошли вы лесом. И они пошли лесом. И до сих пор идут лесом. Потому что одно дело рекламный обзор с шильдиками. Там что хочешь рисуй. Ну, только не ври. У меня политика проста. Единственное, там не будет моего «я рекомендую, иди покупать». Мне не так. Хоть кто-то, если хоть один мой рекламный обзор смотрел, там все прям на двух стульях идеально. А у них нужно утаивать те вещи, которые являются основополагающими для использования. Павел, ну, может быть, они еще будут, если заставят потом людей менять аккумулятора. Даша, а это с момента того, как у меня закончится, как это сформулировать, синдром самозванца, который у меня вообще всю жизнь, как у всех, у вас у всех он есть, синдром самозванца, тем больше я начну дискутировать о каких-то вещах, которые не на 100% относятся к техноблогингу, а может быть как-нибудь относятся к жизни. И все. И все. Но вот тема почему-то мне все время хочется говорить, что будьте примером для своих подчиненных или для своих детей. Может, даже в плохом. То есть мне вспыльчивость отцовская помогла очень в жизни. И не только получать по лицу. Вот. Трудолюбие, что без выходных. Мы образцы для наших маленьких людей, которые смотрят на нас. Ну, у меня крепыш бегает со мной час. Я бы на его месте в жизни бы не бегал. Я бы сказал: отец, иди ты в топку, мне и так хорошо. Если телефон не поддерживает и не будет обновляться, Android операционная система, он будет дальше продолжать работать? Да, Деккер, будет, просто важнее всего это обновление безопасности. А то, что тебе новые там андроиды не прилетают, ничего критичного в этом нет. Вон, Huawei P70 Ultra выгрузили на андроиде 12, и ничего, народ покупает по 130 кусков с лутбоксами. Многие идут за тактильным опытом, новыми эмоциями. Это дешевый дофамин. Это дешевый дофамин. То есть я тоже шопоголик. Я не тоже, я шопоголик. И вот если кто-нибудь хоть раз попадет в мое жилище, и все, кто видели, они понимают, ну, не шопоголик в плане утрированно, я могу купить, пойти себе легко. Ну, вот прям без проблем. Там какие-нибудь туфли Дольче Габбана за 2 сотки, футболку Дольче Габбана там или, не знаю, что можно купить за 1300? Там Баленсиагу могу купить. Но я не могу ее купить. То есть могу и не могу одновременно. Почему? Потому что это идиотизм тратить такие деньги на такие вещи в моей голове. И даже если у меня будет, там, не знаю, намного больше в жизни финансов, я не пойду это дело покупать. Но там подставки, смартфоны, которые даже я потом не могу продать, а просто мне интересно пощупать, пообозревать, микрофоны, камеры, еще что-то там. Все это не для контента, это вот мне интересно, как а, камера даже, вот 2 Соньки у меня, стрим веду я понимаю, что у меня настройка сейчас плохая, но вот это мои игрушки. У мужиков же игрушки меняются только. Хотя я проезжаю на байке мимо ламб, ну здесь много ламборджини, вообще ничего не ёкает, ноль. То есть ни чоппер там какой-нибудь там, ни Дукати мотоцикл. Вот у меня напротив 2 обалденных мотоцикла Дукати, где я паркуюсь. И один из них принадлежит девушке, которая также бегает в спортзале. И, конечно, вот на нем бы я прокатился, но у меня почему-то в башке практическая часть. То есть прокатиться, а зачем? А как я буду его парковать? Неудобно. А там стоять на перекрестке неудобно. А тут, ну, в общем, поэтому хотелка становится 5% от того, что если бы мне было 18 лет. Вот. Я пришел поболтать с человеком. Глеб, взаимно приятно. Продавцы в Краснодаре отговаривают покупать Xiaomi в SEO или Техно или говорить самый лучший. Богдан, я не понял, что вы пишете, но кратко. Техно очень плохой. Xiaomi не покупать в магазине или в Серовоза, или Авито, или Алиэкспресс, либо еще что-то, и все хорошо. Надо в бане с девушками стрим сделать. Деккер, что у вас? Неужели этого контента мало в интернете?
То, что личное, должно быть личным. Тот, кто делает на личном контент, он обезличивает себя. Хотя, с другой стороны, вот мое личное тоже. Такое это все. Шопоголик по технотина. Да, Глеб, но это дофамин. То есть это радость. Это реально вот прикольно. Там, опять же, правильно, кто-то злится из-за то, что я на каких-то смартфонах зацикливаюсь или на каких-то брендах. Но это вот такая моя жизнь. Вот такие мои, ну, это эмоции, это не наигранные. Я буду только, если Huawei исчезнет, я буду плакать. Прям вот, ну, это жесть. Они молодцы, они охрененные просто. Ценники только реальные ставить надо. OnePlus Open, Влад, я в каждом, вот здесь я катаюсь же по скупкам, продавая телефоны периодически. И везде эти OnePlus Open. Везде. И они падали, они уже там через месяца два продавались в 2 раза дешевле. У них операционка шлак. Попал на прожарку. Виктор, что, ты попал на конец прожарки, мы уже загружаем ресурсы и все. Можно попытаться, конечно, минут 10 поиграть, но мне кажется, это дичь. У меня уже 3 часа ночи. Какие игры? Какие в топку игры? Саня, у меня друг выбирал между машиной и Хондой. И что он выбрал? Сейчас 15 iPhone Pro. 15 Pro. Если по габаритам. Самое интересное вот из того, что у меня есть сейчас, это, ну вот убейте меня, это Моторола. Хотя я знаю, что она сложает капитально. Вот. Хоть немного хороших эмоций, да? Да их много. Кожаный шлем, косуха и череп. Huawei хейтит, а его еще кто-то крадет. У кого? Декер, у вас личная неприязнь. У нас у зеленых так говорили. У вас просто личная неприязнь. Меня буквально родители зовут поехать куда-то в поездку. Я понимаю, что это одна большая хотелка, которая быстро закончится. Но я скажу вам так, что дети... Вам сколько лет? Ну вот у меня ребенок меняется на глазах. Он полгода назад прилетел на 2 недели, на третью неделю, на третий день уже мама, там, Питер, вот все. Сейчас 3 недели прошло, он все окей. То есть дети меняются, люди меняются. Неизвестно, каким вы завтра будете. Я не сумасшедший по... В этом самое интересное, что вот я говорил, что, допустим, я полечу куда-то. Но это только потому... Я лечу, потому что, ну, утрированно меня там кто-то пинает, типа, полетели. Я такой, ну, окей. И второе, это мелкие понты, что вот был там, потому что меня все время убеждают, здесь хорошо, я приезжаю, разношу. То есть, если вы думаете, что у меня отношение такое только к смартфонам критичное, нет, это не так. Я говорю про любую страну, в которой я был, у меня спросите, я вам обтекаемо расскажу, почему она шлакоблок, кроме России и Белоруссии, и Казахстана. И еще Грузия, Армения. В общем, всех бывших стран СНГ я их не комментирую. Там все великолепно. Машина была перевертыш, а байк некуда девать. 15 Pro спрашивал у вас во всех тестах обновленности, он не очень. Все обманывают. Влад, а зачем вы у меня спрашиваете?
Я вам говорю, он хороший, им пользуется мой оператор Игорь. На него снимается чертова туча обзоров. У него вообще нулевые претензии по автономности. У меня к 15 Pro Max нулевые претензии по автономности. Мы не выпускаем эти смартфоны из рук. Чье мне мнение надо? Вот мне, чье мнение надо услышать? Чтобы вы у меня спрашиваете, хорошая автономность или нет. Я вам говорю, хорошая. Вы говорите, другие люди говорят, что она плохая. Я человек, который пользуется на основе айфоном. Говорю, вы зачем у меня спрашиваете? Вы себя слышите? Вы мне не верите, но верьте кому-то. Я летал во Вьетнам, Деккер. Это я летал специально в Ханой, понятно, вокруг катал. И бедные люди, вот просто бедные люди во всех смыслах. Несчастные бедные люди. Все. Дорого, невкусно, ужасная экология, вообще жесть. Саня, мне 19, просто родители тянутся к Европе. Ну, а Глеб, а почему нет? Как раз интересно посмотреть, а что там? По России ты еще успеешь покататься? Сейчас не лучшее время, сейчас очень дорого по России катать. Это факт. То есть, ну, за счет монополии на отдых всех силовых структур на данный момент. Ценники, допустим, в Пятигорске я смотрел, куда я катал, в Сочи, там вообще просто такой, там квартиру надо отвезти, но это дичь. А их никто не регулирует. Опять же, это мое субъективное мнение. Мне просто товарищи сейчас катаются в отпуска, по России, разумеется. Очень дорого. Нереально дорого. Валентин, я полечу в США, если мне 17 октября дадут визу. Я вас буду информировать. Как только мне дадут визу в Японию, я скажу, у меня есть виза в Японию, лечу. В Японию я собираюсь в июле. Если сделают визу в Китай, то тогда полечу в сентябре в Китай. Если сделают визу в Франция, Италия, туши свет просто. Ну, один раз скатаетесь и все. Зато поставите галочку, что больше туда ехать не хотите. Вы просто скажите, что я хочу в Диснейленд, в Лувр, еще что-то, еще что-то, еще что-то, и пусть вас радует, чего. Деккер, я 20 лет был невыездным. 20. Я не знаю, как можно назвать, что мне везет. 20. Вы были 20 лет невыездным, вы хотите выехать, у вас есть деньги, но вы не можете выехать. Как вам такое? Нормально? Если устраивает, вам везет. О, Байкал это вообще по ценникам. Из Урал тоже. Все создано для того, чтобы... Я не хочу. Не хочу это обсуждать. Так, старт. 43%. О, уже тяжело ему. Не очень, но тяжело. Да, кстати, мы все играли без игрового режима. При этом. Хорошо справляется он за 30 штук, он справляется отлично. Можно вообще средние выставить. И 30-60 FPS. Стоп, сброс. 15 минут сыграем и все. 43. 43%. А, какой здесь-то 43. И здесь 40. 43%. У меня и на айфоне тоже 43, прикиньте. Такие лютые фризы. Прикольно. Автостопом по России катаю, изучаю. Загранника нет. Тоже неплохо. Ты потом Redmi Naomi еще устанешь увольняться. Ладно, это у всех хороша та жизнь, на которой ты не жил. Да? Да, да, в этом-то и прикол. Что до такой степени дорого все безумно. Был кто в Телеберке? Я не был.
Не баланс, игра. У меня нет канала на английском языке. Зачем мне канал на английском языке? Мне бы еще дожить до работы. Ну, в Турции давно уже дешевле, чем в России отдыхать. Ну, то, что да, то, что еще летишь с перелетом и сервисы, не хочу комментировать. Не хочу и не хочу, и не должен. Я помню, я в Калининград летал, ощущение было, как будто я на Куршавеле плачу. Что-то ценники. Ну, скажи, куда ты хочешь ехать, они и поедут, нет? Почему бочки не разбил? Ну ладно. S7S Gen 3, да, вроде бы. Не, ну на 60 FPS играть дичь. Ну, опять же, почему нет? Играется. Лютые проседалки. Но какое-то время он уже работает, уже 3 минуты. Это лютейшая заруба просто. Так. Тринадцать т или OnePlus Ace 3? Не знаю, решать вам. Я бы Ace 3 взял. Уже 5 минут отыграл. Вообще, прикиньте, 700 тысяч баллов вам тут, а такая оптимизация. Пока. Надеюсь, что они ничего не запорят со следующей прошивкой.
Huawei P60 Pro после OnePlus 10 Pro просто шлак. Ну, спасибо за честный ответ по поводу Huawei. Говорю, чем больше людей их купят, тем лучше мне. Потому что народ все равно потом будет это дело оценивать. И потом будет возвращаться. Нет, ну так всегда было, Глеб, что если у тебя есть форма, то ты не выезжаешь. Так-то в этом смысле ничего нового нет. Ну так, по идее, должно быть так. Все, сбросил яркость. 8 минут. Сбросил яркость очень сильно, но, скорее всего, восстановил. Восстановил уже. Не успел я. Ну, сейчас будет еще возможность, мне кажется. Ну, можно в Гену поиграть с тормозами на 50 FPS, но не лютыми. 40%. Сейчас я 10 минут, когда будет, скажу. Ну, вы зря, Калининград красивый, там Зеленоград. И ну, дорого там тоже люто просто. Просто люто дорого. Все. Что у нас как-то... У меня нытье на все дорого. Все относительно, ладно. Кому-то норм. У меня стал глаз дергаться после недели с P60 Pro. Оболочка — это нечто, камера сама. Михаил, а прикиньте, я тестировал Puro 70 и 70 Ультра, и ко мне тысячи этих продавцов прибегали и говорили, что я тупой, что просто Huawei бомба, и я ничего не понимаю. И еще и сверху эта штука у меня в половине вещей не работала. У меня оба, меня же бомбило вообще жесть. Просто бомбило. Это такое днище. И ты просто так бесишься от этого смартфона. Его реально... А мне кажется, они делают деньги на том, что их покупают, их сразу раздалбывают все. И все такие, и все. Ну, то есть экосистема, они совсем работают. Я не могу сейчас советовать Huawei ничего. Ничего из Huawei не брать. Сейчас. Пошли они Вы понимаете, говорю, вы у лохотронщиков покупаете. Они лутбоксы уже на официальном сайте крутят. Может быть, ты выиграешь часы, а может быть, наушники. А может, ничего не выиграешь. Вообще оборзели уже. Дальше лотерея, еще собственная крипта, да? И инвестиции Huawei еще будут. Ну что за дичь? Они уже там с мясом, да, прикол читали?
А что, у судей разве не было формы секретности? Странно. Ну там по согласованию уже все смотря куда, в дружественные страны можно, если есть за грани. Просто их немного. Как я продал по 60 Pro? Я сказал, что если вам уже совсем не имется, то купите 60 Pro. Я не сказал, что покупайте 60 Pro. Вы, мне кажется, что-то не поняли правильно. Я не сказал, что 60 Pro хороший. Я сказал, что он лучше, чем Puro 70. Это не делает его хорошим телефоном. У меня есть на него обзор. А про мясо тоже читать. Вот сейчас он сбросил яркость вот стопудово. Я не могу ее зафиксировать. Нет, 540, прикиньте. Короче, 15 минут держит яркость. Я устал. 38%. Сколько было? Отличный смарт. Отличная оптимизация. Отличная оптимизация. У Honor 200 великолепная оптимизация. Великолепная стабильность работы. Я не знаю, как они это сделали. Я не знаю, что с ним будет завтра. Но сегодня... Вау. Кто бы мне когда-то сказал, что я буду хвалить Huawei-овскую штуку. Ну, слушай, Huawei. Еще и за 31 кусочек. Но, это не вердикт покупать. Почему? Потому что, несмотря на все эти прелести, эта штука мне обошлась 31 штуку. Когда Poco F6 стоит 27. А это даже в 4К 60 FPS не может снимать. Вот. Это делай раз. И делай два. Подписывайтесь на канал с колоколом, подпишитесь на телеграм-канал скидок, взаимопомощи, мой личный телеграм-канал. Есть у меня режим сна с 6 до 10 до 11. Пока не помру. Что это, футбол? Ну, если он отработал, что от него? Так дослушайте, пожалуйста. Ну, вот эта вот штука не может снимать 4К 60 FPS. Не может. И шим довольно приличный мы с вами уже измерили. А так, по балансу, вау. Ну, у кого не напирали, Глеб? У меня напирали, когда я работал прям лютейшим образом. Давай, тут просто все зависит от системы, где ты был. 43% было, 12 минут на 5 умножать можно. 38, 5, 25% в час. То есть, получается, больше всех ест Дьябло. Да все тащит. Иван Иванов, вы понимаете, что все это так не важно. Вот все, что вас устраивает, вы смотрите примеры мои, чужие. Устраивает вас, покупайте. Такое ощущение, что меня одни блогеры смотрят, которые на смартфоны снимают, но упорно не хотят покупать айфоны. Короче, Виктор, что? Я понимаю, да, что я должен сидеть и отращивать. Я безумно рад всех вас был видеть. Абсолютно странная тема для Сабантуя, Honor 200. Послезавтра будет Honor 200 Pro. За 30 тысяч я бы подумал. За 40 тысяч это все равно бред. Вот. Мунмен, привет. Олег, Дукат. И еще раз. Новый слоган канала для стримов: мы заставим вас думать. И это при этом сэкономит вам деньги. Прям 100%. Еще раз, если вы смотрите на чем-то этот стрим, значит, у вас есть электронное устройство, значит, у вас есть время все взвесить, дождаться сейла или не дождаться, купить или не купить, и решать все рационально.
потому что не потраченные деньги, сэкономленные деньги. А эти сэкономленные деньги – это ваше время, которое, к сожалению, конвертируется обычно в золотую монету. Ирина, Декер, Виктор, Мистер Бородатый Влад, Владимир, Алекс, Даша, вы все еще здесь. Сувершоу, Глеб, Universal, отдельный респект, как всегда. Мунмен, Иван Иванов, Алекс, Олег, Тони, Ред Наоми, который считает, что мне 60, пойду я плакать. И Роман с Михаилом. Я люблю, кстати, критику конструктивную. Спасибо еще раз за то, что все пришли. Павел, Диана. Все. Увидимся послезавтра, кому будет не лень дойти. А, кстати, скорее всего, не лень, потому что послезавтра я буду разыгрывать баллы. 5000 баллов 5 людям на лихе. Вот. Да. А 30-го буду разыгрывать уже Poco X6 Pro, F6 Pro и Poco X6 Pro. Видите? Перед кончиной канала рассылаю телефоны. Шучу. Эта дача никогда не построится. Это, кстати, я придумал. У меня отец всю жизнь дачу строит. С 34 лет уже сколько? 30 лет строит дачу. Ну и вот, это моя дача. Добро пожаловать. Она никогда не будет построена. И вы от этого только выиграете. Всем добра.